Всем привет! Мы продолжаем проходить Days Gone. Значит, Бухарю мы руку отрезали. Теперь поедем, послушаем, что у нас тут Неро. Ну, чем занимается. Стелс-миссия, в общем. Красота-то какая. Лепота. Привет, Олег. Дела отлично. Брайан, я у твоего маяка. Сегодня мне отпуск продлили еще на неделю, так что дела, по-моему, нормально. У какого? В смысле у какого? В этой рации же есть GPS? Ну да, Как да, сам? конечно. Я понял. Ты в Олали Фоллс. Отлично. Гляди в оба. Скоро туда прибудет человек. Отбой. Брайан, чтоб тебя. Брайан, отзовись. Так, Тут понаблюдать за твои друзья. ученым Неро. Брайан. Пойдет? Ну, тоже хорошо. Они мне не друзья. Ладно, иди пешком. Да, я знаю. Что мне нужно сделать? Прикрепить В маячок? отпуск ездил. Куда ездил? Нет, не в этот раз. Этот я и так отслеживаю. Иди за специалистом. Она должна осмотреть инфицированный экземпляр. Фрика, пойманного в пещере. Так вот В залезть что-то. пещере? Значит, я должен лезть за вооруженными бойцами Неро в пещеру. Просто держись рядом. И тогда я смогу Новосибирск. перехватить ее данные. А сам откуда? Брайан. Я пока не нашел то, что тебе нужно. И зачем я с тобой разговариваю? Конец связи. Доложитесь. Тут все чисто. Чисто. Ага, тут никого. Кстати, вовремя я Всё подошел. чисто? Да, порядок. Они как раз тут рассасываться начали. Надо бы этого отвлечь. И туда. Там какой-то шум. Скоро стемнеет. Сургут. Ну, я слышал город Сургут. Название знакомое. Я сам с Мурманской области. Ночь скоро. Просто держаться Эй, рядом. Что? Так, Гляди в оба. Брайан. Это легко сказать. Я вот это не понял. Что? Ну, первая стадия, вторая, третья. О чем ты? Ведь вирус, он и есть вирус, так? Нет, все. Что там в Новосибирске вообще такого-то интересного есть? Или ты так просто покататься? Несколько сложнее. У нас вот в области люди ездят, знаешь, просто там по горам на велике покататься. Кто-то на сноуборде, когда снег выпадает, катается. В бассейн элементарно просто. Так вот, знаешь. Бассейн есть в городе у нас, но он такой себе. Вот, а там с горками, со всей фигней, то есть можно, короче говоря, приехать с семьей отдохнуть прикольно. А так, в принципе. Зимой еще ездят в снежную деревню. Там красивые статуи всякие, сделанные изо льда, посмотреть. Прикольно. Не отвлекай. Ладно, Так больше, в принципе, я ничего знаю, такого. я солдат. Но до фрик-шоу я учился на биолога. Объясните вкратце? Серьезно? Ну да. Ладно. Ну, 3 Мы недели точно ж не тоже знаем, надо чем-то но заниматься. Анализы крови. Имеющиеся данные указывают на то, что вирус поражает лимфатическую систему, воспроизводясь и атакуя клетки в катастрофических Следи за масштабах. ней. Атакую. Чем она занимается? Точнее, переводя ряд пакующихся протоонкогенов в активное состояние. В секторе посторонний. Что надо-то? У меня приказ стрелять Падла. без предупреждения. Погоди. Может, мы с тобой договоримся? Прогулку-то на катере. А 1000 лет уже в зоопарке не был. Был в каком-то, знаешь, маленьком. И то, ну, можно сказать, что не был. Поблизости как-то у нас не доводилось. Там какой-то шум. Поблизости у нас нету. Эй, док, Так еще у нас бывает на водных мотоциклах катается еще здесь прям первая в стадия, городе, вторая, на озере. третья. О чем ты? На чем еще? Ведь вирус, На он и есть катамаранах, вирус, так? байдарках. Нет, все несколько сложнее. Не отвлекай.
На рыбалку еще ездит, кто любит. Я знаю, я Озера у солдат. нас просто Но до до хрена. фрик-шоу я учился на биолога. На фильм ходил. Объясните Что за хрень? вкратце? Серьезно? Ну да. Ладно. Мы точно не знаем, но У нас анализы в городе крови, кинотеатр закрыли. имеющиеся Еще данные года указывают на то, что вирус полтора, поражает по-моему, назад. лимфатическую систему, воспроизводя Ну, когда себе фигня такой всякая с эффект в коронавирусом катастрофических началась, масштабах. еще до того, за 2-3 Точнее, месяца где-то закрыли переводя кинотеатр. беспокоящихся протоонкогенов в активное Мало народу состояние. ходит. Рак. Посмотри Реально на можно него. прийти Посмотри и на них. вдвоем Это, сидеть по-твоему, рак? на сеансе. Ну, может, такой зверский. Нет, нет, нет. Это нечто намного хуже. В смысле? У этого вируса есть цель. Фрики стали Я уже такими, не помню, потому что когда вирус последний раз хочет, меня чтобы они хорроры были такими. пугали вообще. Что вы хотите сказать? Ну, по Я поводу того, хочу- что не очень страшный фильм. Господи, а что я хочу сказать? Сейчас, по идее, ужасов так конкретно, ну, Вы думаете, это было намеренно? серьезных не Не снимают. знаю. Все, что ли? Закончила? Сейчас, по-моему, продолжение «Дитя тьмы» идет в кинотеатрах, если я не ошибаюсь. Первый фильм неплохой, но вот второй, говорят, параша полнейшая. Пора отсюда уматывать. Но это, опять же, только говорят. Ждем, как говорится, пока в сети появится. Так, вернуться к байку, да? Все, что надо, я услышал. Да, вот тут вот штуку посмотрим. Ухо. Ух, тоже пригодится. Так, надо же выбраться отсюда еще как-то. Слушай, а у нас не сквозной или случайно тоннель? Давай попробуем сбегать вот туда. А вдруг, правда, он сквозной. Ну да хера с два. Хотя подожди. Вот, тут можно выйти. Так, куда проще? Days Gone 2 раза проходил. Вот я сейчас второй раз прохожу. Но на ПК она гораздо лучше. Прям в разы. На плойке 4 она еще сыровата была. Когда я ее проходил. Ну, давай посмотрим. Когда О, байк Брайан, уже успел ответь. ушатать. Я получил данные. Чем лучше? Я знаю. Ну, во-первых, клава-мышь стрельба в разы лучше. 60 FPS. Это второй момент. Третий момент. Поведение толпы. Четвертый момент. Смена погоды. Добавили туман. Добавили более сильный снегопад сделали. Более сильный дождь. Что еще? Мотоцикл заносит при хреновенькой погоде. Что еще? Поведение толпы я, наверное, говорил, да? Чуть-чуть изменили, по-моему, искусственный интеллект этой толпы. Чуть-чуть. Как-то они немножко по-другому себя ведут, прежде чем, ну, нежели на 4-й плойке. Мы их обрабатываем. Что за хрень она несет, О'Брайен? Про этот вирус, как его там? Про то, что он делает? Я хочу понять, что происходит, О'Брайен. Что они здесь делают? Чем ты занимаешься? О'Брайен! Хорошо. Я скоро выйду на связь. Отбой. Чем они тут занимаются? Они Это фриков мне быстро изучают, надоест. чтобы их всех замочить. Куплинова смотрел последнюю серию, ему не понравилось. Ну, кому как. Как говорится, на вкус и цвет, фломастеры разные. Куплинов, наверное, просто ее сначала на плойке не проходил, а потом сразу, наверное, на ПК прошел. Хотя не знаю. Эй, слышите? Тут какой-то парень. Ну и вообще, в принципе, Открывайте, я его мнение уже Куплинова не эталон так-то. Ну, Это пару по-честному. месяцев назад мы были неподалеку от Крейзи. Вот, у всех разный вкус. То же самое, знаешь, смотреть фильм, к примеру. Смотришь фильм, кто-то, бля, он охеренный вообще, посмотри, Как начинаешь оно? смотреть, такая Можно муть глянуть вообще. товар? Так что у всех по-разному. Нужно что-то конкретное? Да, конкретно Ну, нужна готов, заправка. И все, в принципе. Ну да, ладно.
Так, Пока. точно только с Рики мне надо потрещать. Больше заданий никаких. С камнем, допустим, через всю карту съездить, поболтать. Жалко, на ПК не добавили новых квестов. Задание будем давать? Рики, ты сказал, есть некоторые- работа? Некоторые ошибки в игре все-таки так и остались. Ну и баги некоторые тоже перетекли прям с плойки. Забили на них. Привет, Дик. Да. Помнишь Шейна Райли? Все звали его Рыжий. Рыжий Райли? Впервые слышу, но дай угадаю, он рыжий. Что? Ты о волосах? Нет, Юморист. дело в сапогах. Он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета. Зрелище было то еще. Да уж. В общем, когда-то он ходил для нас на вылазки, а однажды вдруг решил, что лагерь платит ему мало. И тогда он взял и убил Линси Фуллер. Кого? Линси работала с припасами до Блэр. Подожди, Ладно, он бла-бла-бла, убил мы, безоружную короче, женщину? это дело пропускаем, я вкратце расскажу, нужно пойти завалить этого чувака. И снять с него ботинки. Все, Надеюсь, что ты купишь. Привет. сейчас Как они жизнь? там будут об этом хорошенько решат, об этом попиздеть, короче говоря, то, что надо его точно поймать, точно выследить. Я помню это задание. 2000. Спасибо. Было пару месяцев назад. Если бы было 2000 онлайн, было бы прикольно. Хотя, я бы, наверное, у меня бы мозг, наверное, лопнул просто. Я вот не знаю. Ну, к этому, наверное, надо привыкать, мне так кажется. Я вообще не понимаю, как люди иногда сидят, у них там 1000-1500 онлайн. Это жесть, наверное. Просто не успеваешь и за чатом следить, и играть одновременно. Поэтому ко всему надо постепенно привыкать, я так считаю. Хрена там. Я, наверное, байк неплохо расколотил. Да, я зорька. Ну-ка, давай оттащим тут что-нибудь полезного. Какой-то лагерь странный. Ну, я тут был. А может и нет. Тоже брать нечего. Да хоть ягод пожрем, что ли. Чик. Медвежья ягода. Не знаю, у нас вот растут волчьи ягоды. Их типа жрать нельзя. Медвежью я не первый раз слышу. Постоянно какие-то вопросики появляются, только хрен его знает, где их искать. Потом хлоп, помигал и исчез. Куда он исчез? И вот если побочку, да, ну, по сути, если вы побочку даете, вы её держите, но чтобы вопрос не исчезал. То бывает такая, сколько раз фигня была, ты подъезжаешь приблизительно к этой точке, там уже никого нет. Рики, я в Компайнер, и тут просто бойня. Рассказывай. Там есть наши ребята? Тут все есть. Нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Отбой. В принципе, можно пока не торопиться, малышей пострелять. Они сами это сделают. Ладно, рыжий, где ты прячешься? Шакалы. Они убивают шакалов. Иди сюда. Опа. Заряжаю! Ну же! Чё, кого он там убивает? Крышу? А мы его. Что это было? Ать, 2. Сколько человек еще? Угу. Его бы обойти. Фрики! Б. Сейчас нас палит. Вот, вроде нормально. Сейчас подкрадемся. И чуть-чуть его убьем. Я помню, что здесь, если панику поднять, то очень много народу сбегается.
Перестрелка тогда длинная выходит. Так вроде нормально. Кстати, эта способность, то что ты видишь подсвечивающихся мобов, она в принципе открывается, когда тебе это уже практически не нужно будет. Можешь пошуметь. Что? А то так долго выцеплять их придется. Не знаю. Ладно, пока так пойдем. Подрежем хотя бы половинку. Там посмотрим. Еще подмога. Или они мимо? Нет, они не мимо. Да давай, короче, замес устроим. Вот дятел в касках. Здрасте. Я тебя... Иду назад, прикройте! Давай попробуй. Идет он назад. Че, все что ли? Сомневаюсь. Сдавайся! Положи пушку, Сейчас дамся, подождите. мы тебя не убьем! Честное слово! Здесь кто-то есть. Что там у тебя? Тут, по-моему, за камнем двое. Здесь что-то есть. Что-то будет. Трое. Твою мать! Уже двое. Снайпер! Какой в жопу снайпер? Черт, в кого-то попали! Ты у меня... Один выстрел, один труп. Фиг. Все, есть. Так, и где теперь мне ботинки идти искать? Так-то еще можно ушей пособирать, побегать. Там по крышам не обязательно прям лазить, но если подойдешь, они уже соберутся автоматически. Ухи, ухи, ухи. Фриканы! А, это еще не все. Бойня в туалете. Как дела? А? Двоих убил. Молодец. Я до тебя доберусь! Сбить его с байка! С какого байка вы о чем? О каком байке идет речь? Кого они сбивать собрались? По-моему, надо на малых ориентироваться. Рядом с ними и стрелки будут. Ну, опа. Не дайте ему уйти! Вот, я где? А вы где? Огонь! Огонь! Надо уходить! Бегай, бегай! Точно, он тут носится! Это, по-моему, те, которые приехали только что. Сколько их еще надо застрелить? Чтоб появился рыжий в ботинках. Точнее, чувак с рыжими ботинками. Ладно, я пока тут побегаю, полутаюсь, наверное. Хотя мне тут собирать-то, по идее, нечего. Патронов только чуть-чуть не хватает, и все. Чё, где мне этого гаврика искать? О, которую я застрелил. Заперто. и чё, вы предлагаете через крышу к ним забираться? Ну, прям диверсия в стиле Metal Gear. Захлопни пасть, а не то я тебе башку прострелю.
Башку прострелю. Меня никто никогда не Да, тут тоже закрыт. Не выйдет. Теперь она меня Логично. Как забраться? Ралли не потерпит оскорблений в свой адрес. Нет. Но Может, он должен по диалогу как-то выйти? у нее же теперь Ну, не, вряд ли. головы. Весь дом специально тут заколочен, чтобы ты еще потрахался, побегал, поискал вход. Ну, тут единственный вход это вот здесь. Здесь раньше был лагерь скаутов. А вот и Ты же не рыжик. станешь убивать здесь человека. Он единственный. Осквернять эту землю. Ложись! Ого! Что за хрень? Береги! Чуть было не было, кстати. У меня реально один удар оставался. Ладно. И так сойдет. Сейчас ботиночки только снимем и в путь. В доме еще есть что-нибудь полезное? Да, нет, вроде все. Все, боты у меня. Ну, теперь, соответственно, и дверь легко открывается. Ее даже взламывать не надо. Так. Лом. Лома у меня хватает. Кстати, правда не знал, то, что можно чужие байки разбирать на металлолом. Или, может быть, просто забыл об этом. Где-то тут у нас еще валялся бензин. Не б заправиться. По километр пилить, я не знаю, сколько у меня в баке. Прячешься в одной из хибар? В смысле прячешься? Я его убил уже. Об этом, видимо, игра забыла просто. Вон бензин валяется. И снег пошел. Кстати, тут, по-моему, можно еще переодевать одежду. А только где и как, я не знаю. По-моему, на этого тоже не было на PS4. Что у них за байки вообще? Канистра пристегивается. Вот это, я думаю, полезная фишка. Все, кстати, неплохие и довольно-таки сиденья на мотоциклах. У меня же какая-то херня вообще стоит. Не знаю, можно это прокачивать потом или нет. Тряпка, нет места. Ну там что-то валяется, наверное, на уши просто малых. Копейки, короче. Просто обратить внимание на мое сиденье, которое вот у других любых мотоциклов. Поднимай. Что это за тряпка вообще постелена? Сиденье все раздолбанное, заклеенное. Это поправимо. Порядок. Надеюсь, потом это можно будет как-то обновить. Ну, чисто так, для эстетического удовольствия. То, что надо. Ну вот, порядок. Все, какие боеприпасы вы, о чем? Уже воевать не с кем. Все, по идее, что сейчас только обратно в лагерь и все. Сейчас опять начнет мотик заносить. Там, наверное, наверху летает, кстати. Бля, вот что-то вопросик там горит. Пойдем посмотрим. Что очень любопытно, что за хрень. Там либо грызут кого-то,
Все, уже не горит. Но я подойду все равно туда, блин. И чё? Ну, здрасте. Типа. Охренеть. Я типа должен своим мега-зрением сюда посмотреть, да, был походу. И потом должен был вот эту картину просто позырить и все. Вот плохо то, что вопросы исчезают. Тут ли он горел вообще? Ладно. Мы хотя бы патронов заберем. Просто правда, на кой черт меня сюда приперли вообще? Да идешь ты в жопу. Даже драться неохота. Просто весь удар красный со всех сторон эти фрики. Одище. Чтоб ты сдох! Все равно задел, сука. Ну и ладно. Дау. Жух. Интересно, он себе яйца отбивает, когда с такой высоты прыгает. Седуха-то не очень. Ну-ка, эти за мной погонятся. Че вы, бегите за мной, пацаны. Стыкуют. Давай, 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 за мной. А меня-то нахера палить, вы что делаете? Совсем тут что ли? Это все равно в меня попал. Вот падла. Придется лечиться, что делать. Ты куда стреляешь, эй? Снайпер хера. Мужик, отойди. Была пару месяцев Я говорю, то, назад что вот в этот Одессе. лагерь, блин, через жопу сделанный. Куда тут ехать? Заблудиться можно вообще. О, неужели я дорогу нашел? Ну давай сразу байк заправим. А, ну все равно квест давать ей. А где? Где хозяйка квеста? Спит, наверное. Тут что, блядь, все спят, что ли? Эй, как дела? Куда-то все NPC исчезли просто. Ну, наверное, ночь, потому что. Не знаю. Надеюсь, нет. Ну-ка, Бухарь у нас тут валяется. Где мой друг? Ренат, ты Бухаря не видел? Серьезно, Бухаря утащили. Он здесь только поэтому по катсценам появляется. Не стали его прописывать тут. Что это такое? Вот это нехорошо. Надо принимать людей такими, какие они есть. К чему бы это? Какую-то херню нашел. И сделал выводы. Так и чё, кому квест давать?
Не забыли, Первый фрик они забыли прорисовать NPC. Она здесь должна стоять и ждать меня. последний день. Стояла за прилавком в маленькой кофейне. Бля, ну что теперь делать? Звучал сигнал тревоги Прошло уже 775. в первые дни. На него никто не обращал внимания. И тут Бля, ни мотик не заправить, ничего не сделать вообще. глаза стеклянные. Вообще никого нет. Руками вылезают. Зубы скалят, как И ворота открыты нараспашку. Заходите, кто хотите вообще. Понятно. Эта игра заглючила. Мужик появился на ровном месте. О, трофеи открылись. И торговцы все тут. Привет. Игра забыла прогрузиться, короче. Отлично. Неплохо, я бы Ладно. сказал. Ты еще заглянешь? Как-нибудь. Привет. Что нового? Ой, да всего не расскажешь. Тут немало ушей. Отлично. Пока что все. все смотрю, как намады Ладно. приезжают и уезжают. И иногда мне хочется быть такой же храброй, Ну, чтобы тоже так делать. Появилась. Запчасти Смело для байка? уходить в водище. Я просто смотрю. Так, ну давай заправляем, Черт, тебе нужны тонны ремонтируем. топлива. Тонны Прокачать топлива. всегда стоит. Ну да, ладно. Пиздим мне еще. Если что нужно, скажи. Все, теперь можно сдавать квест. Эй, Рики, я его достал. Дикон, я так рада. У Линдси были друзья. Я им сообщу. Ясно. Все рады, Хорошо, все ладно. молодцы. Блин, а до второго левела чуть-чуть не хватило. Реально 500 очков всего. Ладно, кого-нибудь по дороге, если получится спасти, будет норм. Чё у нас? Прям тут задание. Давай возьмем. Надо наверх к Майку туда топать. Что-то давненько бабки не было слышно, сейчас, наверное, позвонит. Опять помоги, мне там кого-то грызут. Ну, естественно, поможем. Дик, Я тут думал. Ну, про то, что ты сказал. Ну, чтобы, типа, тоже внести свой вклад. Помочь лагерю. я слушаю. Есть минутка? Покажу кое-что. Да, пара минут для тебя найдется. Так куда мы идем? Ты бывал в пещерах к северу от озера? Бывал. Я туда еще вперед тебя дойду. Ну ладно, пошли. Сейчас, если я не ошибаюсь, нам Железный Майк покажет Орду. Покажет, как делать взрывчатку. И буквально следующие Я все миссии... равно сегодня собирался на... Буквально следующие миссии, там одна-две вот где-то рядышком начнутся, вот именно на разбор Орды. Будем Орду уже учиться ковырять потихоньку. Загляну в те края, проверю, кто в трясине увяз. Когда ты последний раз был там? Да уж давно. Когда я был мелким, мы в этой пещере, считай, жили. Мой папаша увлекался геологией. Кажется, нами у нас бежит. тут парочка застрявших в болоте фриков. Да, похоже на то. И чё? Давай я с ними разберусь. Ну ладно, уступлю это тебе. Как добивать-то мы не будем. Понятно. Почему я не увязаю вместе с ними? Молодец. Ну что, Шиза нашел нового специалиста. Ты знаешь, куда Шиза может пойти. Короче, я что говорю?
Он мог часами рассказывать, как формировались эти пещеры, как порода снаружи затвердевала, но внутри продолжали течь подземные реки лавы. Тут большие пещеры, туристов в них раньше водили. Здесь Метолиус, есть Давай, еще мужик, ты другие, лево, и в этих местах влево ухом повсюду. не кричи, либо вправо. Он тудым-сюдым бегает, звук плавает. Здесь давай посмотрим, что есть. Понятно, не посмотрим. От него уходить далеко нельзя. Короче, мы уже близко к шоссе, теперь надо потише. Так, пригнись, пригнись. Ну, примерно с этого момента уже можно считать то, что пол игры... Примерно пол игры пройдено. Ох ты ж ё... Ты для этого меня сюда привел. Понюхать толпу фриканов? Ну да. Ладно, Фетиш такой. теперь иди за мной, Стоп, стоп, стоп. Куда идти? Куда ты меня ведешь? я покажу. Идем. Не подходи к ним. Пригнись. Проследить за Ордой. Они прям как это, в детском лагере пионеры. Ровненько, строем идут. Как говорится, ноздря в Что мы ноздрю. вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то, даже для намада. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и из-за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали. Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики — большие скопления, те, что мы называем ордами. Чей-то Я крест. думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. Безымянная могила. Но сам подумай, я уже больше года охочусь на них водище. Бухарь тоже. Рики и Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. А почему их не убавляется? Ну и... Все дело в ордах. Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиам. Тысячи фриков прибывают в долину Лост-Лейк на север Каскадных гор. И ты думаешь, они идут из Калифорнии? Шоссе перекрыто, через перевал уже пару лет никто не ходит. Для фриков оно не перекрыто. Это нормальным людям по нему хода нет. Короче, я к чему веду? Огромные орды приходят сюда каждую ночь, и мы ни хрена не можем с этим поделать. Так, ну Ну, тут давайте. ты прав. Развивайте Мы мысль. пытались в свое время, потеряли немало ребят. Я знаю, Майк, это при мне было. И после каждого... Вот это уже, в принципе, нормальная толпа. Настоящая орда, которую мы будем распихивать. То, что там до этого встречались, это были маленькие такие еще группы. До орды остаются шальные фриканы. Либо орда натыкается на препятствие, рассеивается, и вот опять фрики повсюду. Куда ни посмотри. Ну. Вы долго мне будете информацию по На порциям них выдавать? смотреть не надо, носом учуешь. Если мы найдем способ преградить ордам путь, может, получится, наконец-то, уменьшить число фриков. Станет безопасней. Освободится земля под распашку. Да, И как нам этого добиться? Бля, слишком прекрасно близко знаю. подошел, твою мать. Торопился. Ну, тут, наверное, недалеко. Тут все равно катсцены эти были, сохранялись. Да ладно. Ну, серьезно, блин. Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то, даже для Повторение, мать учения. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и из-за них встало движение на 97-й трассе и Ну, вдруг я что-то важное в диалоге упустил. 5-й магистрали. Ай, блин. Нихер лезть туда было. Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики Короче, буду по большие кустам бегать. скопления, те, что мы называем ордами. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Но сам подумай, я уже больше года охочусь на них водище. Бухарь тоже. Рики и Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Надо прям за Ордой идти. Вот как только вот закончился этот отряд Вернись.
Так и все. Только тогда можно идти. Тогда нахрена нам торопиться? Что мы вообще делаем? Они вот не торопятся вообще. Это же глупость Будем какая-то, медленно идти. даже для намада. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и из-за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали. Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики – большие скопления, те, что мы называем ордами. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Но сам подумай, я уже больше года охочусь на них водище. Бухарь тоже. Рики, и Зачем? Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков Пока я этот не убил? пойдет, я не дернусь. Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Где старый? Вон он там ныкается. Ну и? Все дело в ордах. Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиам. Тысячи фриков прибывают в долину Лос... Что за хрень вообще? Я только что пробежал первый раз нормально, сейчас начинает меня просто на каждом углу палить. Нет, не надо мне переключаться на низкий уровень. Так все элементарно. Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то. даже Чего нам для поверху не намада. пройти? Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и из-за них Старый, стало пошли движение поверху. на 97-й трассе и 5-й магистрали. Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Походу, поверху было Эти гораздо фрики безопаснее. большие скопления, те, что мы называем ордами. Че он по Я низу думаю, это бежит? из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Но сам подумай, я уже Она больше всё равно года туда. охочусь на них водище. Бухарь тоже. Рики, и Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Надо же, даже смолу прорисовали на Ну дереве. Все дело в ордах. И мох. Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиам. Тысячи фриков прибывают в долину Лост-Лейк на север Каскадных гор. И ты думаешь, они идут из Калифорнии? Шоссе перекрыто, через перевал уже пару лет никто не ходит. Для фриков оно не перекрыто. Это нормальным людям по нему хода нет. Короче, я к чему веду? Огромные орды приходят сюда каждую ночь, и мы ни хрена не можем с этим поделать. Так вот, надо перекрывать, значит, ну, Мы пытались в подытожим. свое время, потеряли этот немало ребят. диалог. Я знаю. Он Майк, хочет это сказать ты о мне том, пора. то, что надо И после перекрывать каждой орды пещеры. остаются шальные фриканы. Либо орда натыкается на препятствие, рассеивается, и вот опять фрики повсюду. Куда ни посмотри. Он говорит о том, по крайней мере, На них пытается смотреть сказать, не надо. Носом учуешь. Если мы найдем то, способ что преградить... надо перекрыть все определенные проходы в пещерах, через которые проходят толпы фриков, чтобы вот в этом конкретном участке земли было спокойней. ордам путь, может получится наконец-то уменьшить число фриков. Станет безопасней. Освободится земля под распашку. Да, И как нам этого добиться? Ты прекрасно знаешь, что нельзя перестрелять эту, как ты называешь, орду. Все, надо было Ну, просто смотри. деда дождаться и все. А чтоб мне провалиться. фрики тут зависают днем. Спячка у них или хер там их знает что. И ты предлагаешь все это... Да, взорвать все нахрен. Динамит там, там и там. Обрушим на них гору и прикроем всю лавочку. Ну, минус пара сотен фриков. Погода это не Нет, нет, сделает. нет, ты не понял. Завалим пещеру, и им негде станет отсыпаться. Или, может, эта сраная тропа пересохнет, и тогда другие перестанут приходить сюда. Ну, в этом есть логика. Ясно. Ну да, это интересно. Все, хватит. Пошли обратно. Так. Обратно в лагерь. Ладно. Суставы я вроде разогрел. Давай, Ну, не как отставай. бодренько бежит. Да уж не отстану. Скажи мне, сколько нужно прожить в водище, чтобы стать экспертом по фрикам? Ты за ними что, по пятам ходишь? Изучаешь их повадки?
Не совсем. Тогда откуда ты все это знаешь? Что Орда будет делать? Где они спят? Пару дней назад я ехал к северу от Белнам Крейтер и увидел вертолет. Вертолет? Да ладно. Послушай, это был черный вертолет. Как раз на таких люди Нера тут рассекали повсюду, когда началась эпидемия. И ты такой видел? Я проследил за ними, спер их рацию. Я пытаюсь выяснить, может, у них где-то здесь есть база, припасы. Черт, хочу понять, что там с федералами, живы они или нет. Они тут проводят какие-то полевые исследования на фриках. Как Изучают. бежит мужик, странно вообще. То есть они тратят ресурсы на это, пока брошенный народ сражается за жизнь. Я проследил за ними до пещер Гротта Кейвс. Знаешь, где это? Прерывается у него диалог. Да. Они установили датчики движения, чтобы замерить, сколько фриков прячется в пещере днем, и Майк их там тысячи. Да ну. Между собой они обсуждали, что фрики со всех каскадных гор, от территории за Крейтер-Лейк на юге до Смит-Рок на севере, все они спят в этих лавовых пещерах. Если взорвать вход, может, у нас тут фриков поубавится. Так а если они не только через один вход проходят, Дик, а может быть твоя идея, входов она 10? неплохая, но для такого дела надо очень много динамита. Ну, ты хотел защитить Лост Лейк, я предложил тебе способ. Ладно. Короче, так. Мне надо кое-что уладить, а ты жди меня у моста, я скоро буду. Есть. За где динамитом взять пойдем. динамит? Еще очко. Очко навыков дали. И второй уровень, да? Насчет лопаты, я занят. Да, у нас с железным Нет, Майком первый как раз по-прежнему. сегодня вылазка. С железным Майком? Пойдешь на грядки прямо сейчас, а не то вместе со своим вечным бойфрендом вылетишь обратно в водище, понял? И хоть сдохни там! Да, все ясно это? как день. Конец связи. Кто это орет-то? Так, давай очко навыков-то надо распределить, да? Стрельба. Ускорение перезарядки. Увеличение боезапаса всех видов. Отлично. Проникающая способность выстрелов и стрелкового. Ну, может быть. Убийство противников выстрелом восстанавливает здоровье. Вот это тоже. Частенько получается. По крайней мере, постреливать им по черепушкам. Всех противников или фриков считается только. Хрен его знает. На картинке только фрики. Меньше будем тратить ресурсов на восстановление здоровья. Хотя, опять же, смотря сколько они добавлять будут хп. Да. Да. Ну, с чем-то заниматься. Вот и стримим потихонечку. Работы нет. Где мой Запчасти для байка? Я просто смотрю. Все, заправлено. 10 косарей у нас есть. Это точно. Давай задание брать. Проехать к указанной точке. Мы сейчас, короче говоря, с дедом поедем за взрывчаткой. Привет. Точно. Ну, отойди. Где старый? Ты готов? Куда мы едем? Твой черед мне довериться. У него байк-то поприкольней, хоть и ржавенький, но такой Так куда мы помассивней. направляемся? Ты знаешь, что добывали в местных шахтах? Да, ртуть или типа того. Верно, киноварь. Ртуть извлекали из киновари. На Востоке народ думает, что тут были золотые рудники или серебряные, но это не так. В начале прошлого века киноварь ценилась дороже золота.
Шахтеры используют динамит, чтобы расширять ходы, пробивать новые тоннели, расчищать завалы и все такое. А для этого надо зарегистрироваться и предоставить инспектору в окружном суде дубликаты ключей от всех своих сейфов. В окружном суде? А он тут где вообще? Вспомнил эту миссию. Получается, сейчас нам нужно будет заехать в город, вот этот небольшой, который тут совсем неподалеку. Там, по-моему, будет замес. Мы возьмем ключи. С этими ключами уже попремся в шахту. Берем динамит и начинаем заваливать эти проходы. И потом, после вот этих миссий, нам будут уже потихоньку нас учить толпу разматывать. Вот такой вот примерно. На ближайшие несколько часов расклад. Я думал, ты знаешь. В старом здании мэрии. В здании мэрии? Это в Кэмп Шермане, что ли? Господи, Майк, ты что? Ты ж сказал... Ты сказал, что больше туда ни за что не вернешься. Разве? Не помню Он тебя такого. жестко напиздел. Ты был пьяный. Это было после смерти Джо. А я сказал, почему? Нет. Вот здесь. Направо будет. Мы на месте. У него мотик все равно поприкольней. Ну, в смысле, у старого. Прям какой-то космический вообще. Майк, там будет полно тварей. Может, все-таки лучше не рисковать? Да ладно. Лишь бы погода не переменилась. Так, дом видишь? Это была мэрия. Туда нам и надо. Как нормальный гокер, купить гараж, уйти в него благополучно, нажраться, он в игрульке второй стрим запустил. Но в гараже я тут недавно нашему общему знакомому помогал. Он там купил себе новый гараж. Трахается теперь с полом, с потолком. Так что есть кому помогать по поводу гаражу. А так, ну его нахрен, да? Чё я в этом гараже я забыл? Скучно там. Будем нарываться. А тут Не хоть лезь в фриков здание. постреляем. Пойдем. Нам с тобой сюда. Тихо. Ремонт биты. Куда мы направляемся? Иди за мной. Ключ будет у инспектора. И ты знаешь, где он? Где его тело? Да, я это знаю. Ты слышал, что тут было? Да, все погибли. Мужчины, женщины, дети. Всего несколько человек спаслись, и ты один из них, так? Всего двое. Я и Нора. Но это не фрики всех угробили. В каком смысле? Смотри. Смотри и учись. Это эти, ну, намады, по-моему, всех замочили. Тут прям бойня натуральная. Господи. Это что, Майк? Через 2 недели патроны кончились. Предложили перемирие. Встречу. У него тут лицо такое вообще просто какая-то сарделька пожамканная, я не знаю, оно такое гладкое и какое-то рельефное, такое странное, хреновенько прорисованное, кстати. Вот здесь. Мы знали, что нас ждет. Мы знали, что будет, и готовились. Бой продлился недолго, но было страшно. Конечно, патроны у них еще остались, и они... Ну, ты сам все видишь. Там, наверное, так трупаками смердит вообще по-жесткому. Ну, в общем, когда все кончилось, из города ушли 2. И временами мне жаль, что одним из них был я. Я не могу на его рожу нормально смотреть. Он реально мне сардельку напоминает. Все, убирайте его нахуй. Инспектор, вон тот в костюме. Бери ключ и валим уже С отсюда. топором в голове, да?
Тоже больше ничего собирать Тебе не надо. наплевать на пещеры. Ты привел меня сюда, чтобы... Ты привел меня сюда, чтобы показать мне вот это. Ты не прав. Ладно, ключ взял. Мы пойдем заберем схемы вот шахт, так как вот. я и сказал, и добудем столько динамита, что хватит на все пещеры в долине. Не гони. В одном ты прав. Я не жалею, что показал тебе это. Я не понимаю тебя. Я говорю про войну с упокоителями, которую так хочет развязать Шиза. Ты думаешь... Вот так вот они должны стоять были разговаривать, как только двери открыли вот в это вот помещение, просто с тряпками на морде, а второй должен был просто рядом стоять блевать, я не знаю, просто от этой вони. Там, ну, тупо разлагающееся мясо, хрен знает сколько времени. Второй год получается, да? 781 день как минимум. Ему есть дело до жертв с любой из сторон. Да ну тебя. Пойдем, дело не ждет. Пойдем. Я еще и тряпку собрал. Че, сарделька, пошли. Бегает он смешно, конечно. Вот дверь. Вот бог, вот порог. Открывайте. Все заперто. Хрена он портанулся резко. Заперто. Дед, походу, флеш. Давай. Надо подняться наверх. Судя по запаху, кто-то сдох. Тут немного в городе все сдохли. Скверное дело. Я никогда детей не любил. Они мне действовали на нервы. Мы с моей Элизабет, мир ее праху, на этой почве не раз ссорились. Как я удачно заглянул. Так, порядок, вот оно. Теперь мы знаем, где в округе все шахты и где там динамит. Ну все, пошли. Ну, а теперь у него лицо не как сарделька, у него никому появились встречи не морщины. Нет. Ну, если что, прикроешь? Эй, я не лезу в неприятности. Но и не бегу от них. Издеваются над дедом. Держись за мной. Эй, я в состоянии себя Ну, защитить. ты за мной держись. С этим я не спорю, но ты помнишь, что было в прошлый раз? Я и говорю, буду держаться за тобой. Тряпочка мешает. Теперь скажешь, а? Поднажми! Не пускайте его на фланг! Вроде все. Пошли. Давай, веди. Я пошмонаю их. Ты давай, дед, беги. Ладно. Лечи лицо. Там еще человек 15. Деда. Спрячься. Да деду похер. Ему жить осталось 2 понедельника. Вон там народу Фрики. полно. Сейчас к нам сюда сбежится весь город. Так вот. Найти укрытие. Давай посмотрим, кто кого. Давай с палкой одного за... Вот этого борзого самого. Как вам такое? Что? Снайпер? Давай. Эй, ну куда ты? Какой в жопу снайпер? Где они? Я ранена! Их. Здорово, Паш. Ага! Бегай, бегай! Чего один на стримы приходил? Спрячься. Что-то не совсем понимаю, о чем ты. Так, тут дед, короче говоря, удрал. А, он и того чела завалил. Ну ладно. Спасибо, дед. Молодцы, ребята. Отвлекайте. На бегу подстрелил чувака. Да, пойдем. Ты чё орёшь? К нему! У него бронированная голова, что ли? Ладно, бывает. Мочи их! Вали его! Ему конец! Да ёпа мать. Один убит! Поспеваешь, старик? Да уж, не сомневайся. Так, давай-ка мы это... Вон снайпера-то. Давай полечимся, собираемся. Надо добраться вот тут сначала до полицейской машины, там возьмем патроны. Их немного осталось.
О, лом. 3 штуки, в принципе, нормально. Что он там берет? Арбалетный бор. Что-то такое ощущение, то что чем глубже ты зарываешься в сюжет этой игры, тем больше багов Вон появляется. мотоциклы. Пошли. Мне нужна помощь! Снайпера уже 2 было. Где там воюет? А где этот хрен-то? Куда он убежал? Он исчез, короче. Дида молодец, конечно. Всех убил. Если тут обычных людей перебить, то тогда фрики будут тебя атаковать. Тут надо, походу, баланс держать между живыми и мертвыми. Ну-ка. Давай-ка снайпером из пистолета снимем. Далековато, конечно. Ты куда стреляешь? Нет, Майк! Какого хрена? Он что, от старости, блядь, помер? Падла. Пошли. Ну и кто его грохнул? Короче, Склифосовский. То прям надо активно всех мочить. Потихонечку не получится, да, походу? Воевать с этими ребятами. Ну, куда ты? Я вас тоже вижу. Падла. До свидания. Господи, охренеть можно! Вот почему в Кэмп Шерман никто не суется. Где-то тут патроны были. Если Эдди узнает, что ты тут рискуешь своей шеей, она взбесится. Где-то тут, по-моему, да, вот он. Не Всё. от меня. Взял что надо. Там 3 лома осталось, но хрен бы с ним. Не дают много времени на подбор всякого лута и так далее. Дед умирает просто. Насчет упокоителей. Зачем ты хотел мне это показать? Знаешь, Дик, ты мне напоминаешь меня самого. Ну, в молодости. В каком смысле? Тебе на все насрать. Ну да, ты переживаешь из-за друга, не хочешь, чтобы он умер. А вот до меня и всех остальных людей на планете тебе нет дела. Добряки очень быстро дохнут. Да, это верно. Только вот эгоисты дохнут с такой же легкостью. Жители Кэмп Шермана тоже решили. Ну да, вот в принципе-то так, если подумать, главный герой, то есть Дикон, он в принципе-то далеко не совсем уж положительный персонаж, как бы у него тоже есть отрицательные черты характера. Ну там, он может кому-то что-то не договорить в свою угоду, там, бывает врет, воровать может, там, к примеру, такая фигня. Но тоже с его стороны-то понятно, почему он, допустим, воровал те же самые медикаменты. Вот, но он не совсем положительный, как бы, ну, как и все люди, в принципе. Короче говоря, скажем так, не Капитан Америка, типа, знаешь, сэр, я сэр. Я там чисто, ну, как бы со всех сторон гладкий. Тут, в принципе, неплохо вот в этом плане прописан персонаж. Что будут думать только о себе. Нетрудно убить человека, когда он просто кусок мяса, стоящий между тобой и твоей целью. Жизнь захочет убить упокоителей, потому что думает, что они больше не люди. Они не в счет. Они стоят у него на пути. Нет, я на эту хрень не куплюсь. Чёрта с два.
Что-то у вас... Сейчас, по идее, должно очков хватить, чтобы байк еще вкачать. Шиза никак не поймет. Че это я такой пацифист? Ну, так он меня называет, говорит, что я всех выгоню в могилу. А что, Майк, ты собираешься это сделать? Ну, фрики же не вечные, да? И когда они передохнут, кому-то придется все вокруг восстанавливать. Нет, стой, ты послушай. Я не люблю Карлоса и упокоителей, как, впрочем, и эту Такер, или этого Коупленда, и всех его гребаных адептов. Но ты слушай. Дело-то вот в чем. Я не буду лезть из кожи вон, чтобы их уничтожить. Хватит с меня убийств. А если Карлос на вас нападет? Нет, не нападет. Я договорился. Я забыл, кто такой Карлос. А то, что он договорился, это все херня. Не помню, кто такой Карлос. Так, опыта навалили, это хорошо. Второй левел Майка. Это ладно. Новый рецепт какой-то. А, манок. То у нас можно типа взрывчатку, да, закладывать. Что-то вроде С4. Понял. Значит, уже в скором времени. Нет, Майк, ваше перемирие долго не продержится. В кои-то веки я согласен с Шиза. Эти упокоители уже не люди. Сейчас будем толпу разматывать. Ладно. Ой. Что тебе Аптечки нужно? нужны. Найдется все. Бля, 3-й уровень нужен до этого. Световая. Ну, нужна она мне, вот я не знаю. По-моему, нет. Ясно. Ладно, автомат, Эй, пистолет и заходи пулемет у почаще. меня есть. Мы скучаем. Давай сейчас байк вкачаем, насколько это возможно. Эй, Дикон, Эй, босс. Если никаких побочек не дадут, тогда... нужно что-то конкретное? Даже не представляю, с чего тут... Я заправлю. Если никаких побочек не дадут, тогда сейчас едем на задание. Это все. Это тоже все. Кофр. Что еще предложить? Берем. Бензобак. Берем. Да, это хорошая вещь. Рама. Берем. Прослужит долго. Теперь твой байк выглядит Подвесочку. классно. Что это? А, закись азот. Вот хорошая, прочная вещь. А до этого мне писали, я сейчас ее включил, когда мы с дедом ехали. Да, мы с дедом ехали. Я ее включил, написали то, что у тебя нет закиси азота. Не знаю, такую разницы в принципе никакой. Но уже они хорошие. Где мой гаечный ключ? Давай такой. Что еще предложить? Теряется. Так. И вилка. Да, это Все, хорошая байк вещь. полностью прокачан в этом лагере. Ну, без малого. Не хватает только вот кофры и раму. Все остальное куплено по максималке. Да. Пара. Работы накопилось. Не знаю, мне такая больше, чем треугольная нравится. Хотя треугольная тоже прикольно. Нету 100 лет, пара дней, не больше. Да, треугольную берем. Прослужит долго. Колес. Работы накопилось. Неплохо. Теперь Мне твой байк нравится. выглядит классно. 100 лет тут просидим. Выхлопная труба. А денег не хватает. 50. Что это? Блин, я не знаю.
А, ну слушай, крыло. Прочность повышает немножко. Берем. Вот хорошая, прочная вещь. Ну потом вот здесь докупить немножко надо будет. Гаечный ключ. Ну да, ладно. Вечно тут всё И все. теряется. Теперь, Еще увидимся. теперь бы подзаправить бак, я не знаю, но... У меня, наверное, ушей-то нет даже на продажу. Дикон, Ну, чё это? рад видеть. 5 баксов всего. Джозеф, мой лучший в мире партнер. Ничего, Погоди. сейчас задание одно сделать, и бабки будут. Эй, Ну ничего уже. Байк потихоньку Дикон Сент-Джон, как дела? неплохой становится. Бас. Кофры уже, ну на кофры тоже, чтобы кофры заправить, тоже надо бабок. Сейчас пока все деньги упираются, но единственное, где можно денег раздобыть, так это и выполнить задание за этот лагерь. Кстати, глядишь, может быть, не так часто буду Знать бы, Зубайка как там теперь бухой. скидывать. Надо бы проведать его. Надеюсь, он не спит. Сейчас, в принципе, с таким баком можно уже вполне запросто с одного угла карты кататься прям до другого, не заправляясь. Капитан Коури! Вызовите капитана Коури! Передайте кто-нибудь! На нас напали! Капрал, надо уходить! Надо уходить! Капрал, они наступают! Капрал! Кто с кем разговаривает? Я не понял. Встреча с Неро. Навестить Бухаря. А давай Бухаря навестим. Вдруг и денежку подкинут. Блин, так это назад надо возвращаться. Хотя можно... По-любому же в этот лагерь мне возвращаться. Че туда-сюда бегать? Я уже до туда доехал. Все. Отмена операции. Вот это берем. Не понял. Дикон Сент-Джон, это Лост Лейк, прием. Майк, это Дикон. Я слышал, ты привел Шейна Райли, но когда я хотел его допросить, никого не нашел. Ага, тут такое дело, Майк. Я Побочка. пытался его привести, да, но он адски сопротивлялся. Он не оставил мне выбора, Майк. Вообще не оставил. Да похер вообще. Так, о чем была речь? Возвращаюсь, прикройте! Ты же помнишь? Ладно. Так о чем была речь? Это все? Ты же помнишь, что я говорил о том, как мы ведем дела? Да, да, Майк, я помню. Конец На связи. меня тут фрик бежал. Но он забыл Спасибо, про меня. Рики. Дик, поторопись! Рики, что не так? Парень, которого мы искали, Эрик Линч. Тот, кто убил Кэмпбелла и Рида на ферме. Линчмен. Вот сука. Ты знаешь, где он? Да, он на северном побережье, на старом причале. Шиза хотел им заняться, но Майк велел позвать тебя. Я найду его. Да, спасибо, Дик. В общем, пока добирался до основного задания, мне еще побочек накидали, походу, да. Вот одна появилась. Это что у нас? Трофейная охота. И все. Я думал, побольше будет заданий. Ну вот мы сейчас лучше на трофейную охоту. Денег заработаем. И все остальное. Что его не выбрать? Сейчас, может, его разключат.
Дик, это Такер. Заезжай, для тебя дело есть. Такер, привет. Ладно, постараюсь. Кто Конец связи. сомневался. Так. Давай, наверное, все-таки мы до Ирода до конца уже доедем. Если будет задание по развалу толпы, значит я его отменяю, и тогда еду вот сюда. На вот эти два. Потом надо еще к бабке наведаться. Ну там скорее лучше быстрым переходом. Дик, это Коп. Слышишь? Все проснулись, короче. Коупленд. Да, я здесь. Я так понимаю, у тебя для меня дело? Ну ладно, я заеду. Конец связи. Все проснулись, короче говоря. Давай заправляем. Привет, Дик. Можешь заехать? Привет. Реально. Опять мне работу подкинешь? Ладно, заскочу. Конец связи. Бля, вы-то тут как оказались? Твою мать. Попадос. Валим. Все. Катсцена сработала, я в домике. О'Брайен, я возле маяка. У того, что рядом с Кэмп Роук. Намат, то есть Сент-Джон, понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолет. Будь готов. Отбой. Ну ладно, жду. Ну, опять маленькое стелс-задание. Сент-Джон, они должны быть на месте. Ты их видишь? Вижу, Да, вижу. их трудно не заметить. Что от меня требуется? Подберись к специалисту. Тебе нужно держаться рядом, иначе я не смогу перехватить данные. Ладно, я Зачистите понял. этот сектор. И на этот раз надо будет установить маячок на вертушку. На вертолет. Ожидаем. Я знаю, что такое Так, а что сначала? Надо прикрепить к вертолету маячок. А, и все, да? Давайте. Бля, я поторопился. Валите отсюда. Тихо, ты меня не видел, чувак? В секторе точно Не никого. попадаться на глаза. Все, я сама ночь Что же просто. вы, ребята, здесь забыли? Решили сделать Хера. вот так. О'Брайен, я поставил маячок. Проверь там у себя. Он где-то с другой стороны, надо его подслушивать. Вот и он. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий, в том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейд, на стоянке грузовиков на Олд Белнап Роуд. Как она называлась? Крейзи Уиллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крейзи Уиллис, к югу от Белнап Крейтер. У меня вопрос, Доб. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу, только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы Это говорит о том, что у фриков сохранился интеллект. ее обсудить, они сразу прибегут к тебе в казарму. Немного, но Я есть. просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Да. К югу от Белнап Крейтер. Некоторые области Белнапа не были исследованы вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. В частности, большой лагерь На курорте Соломея. да. Соломея. Ты тут На вообще празднование же дня рождения на ровной Ирода она поверхности написала сижу. перед собранием. Никто не смотрит на И он меня. обещал дать ей, чего она не попросит. Она сказала: дай мне голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь. Ну и название выбрали. Да уж. Опять же, по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю. Все, мы послушали. Всё скачалось? Да. Ну, вернуться к байку. Библия? Они теперь что, цитируют Библию? Чувак, ты меня не видел? Хорошо, наверное. Летаешь себе спокойно. Еще есть время почитать. Господи, О'Брайен. Есть. Так, теперь надо отсюда убраться, пока меня не засекли.
Первую половину разговора как бы я понял, но причем тут вот когда они про Библию что-то начали болтать, какая-то ересь вообще. День рождения Ирода, хорошо. Пригодилась бы помощь. Что там? Угу. Так, теперь будем по порядку все разгребать. Пока тут все очухались, давай вот с этого мы, наверное, начнем. Ехать тут не ближний свет. О'Брайен! О'Брайен, ты меня слышишь? Я сейчас не могу говорить. Буду на этом канале позже. Конец связи. Сейчас я тут канистру О'Брайен, заберу. ну ты сволочь. Мне надоело быть у тебя на побегушках. Начнем с бабки, короче говоря, потом уже ниже по карте просто пойдем. Там уж как получится. Вот так. Как раз мне до нее бенза хватит доехать. Ну вот, порядок. Если что, может быть, у нее там кофры и заполним. У нее же там тоже оружейник есть. Блять. На всей дороге, на всем повороте сшиб все равно этот сраный указательный знак. Жалко то, что когда на машине, ну, на мотоцикле едешь, нельзя там крафтить какие-нибудь штучки. Бля, толпа. Плохо. Но они сейчас так и будут попадаться. Небольшими группами. Можно, конечно, в принципе, угореть вот таким образом. Идите-ка сюда, ребятушки. Сколько их там? Ну, я думаю, полтинник есть, да? Попробуем. Что-то я возле мотоцикла не сохранился. Попробуем, насколько у нас патронов хватит. Не намного. Все, они догоняют. Да, рано еще с толпой биться. И все, их там тоже нету. Все, спокойненько едем дальше. Проверил то, что хотел. Дик, он нам нужен живым. Живым? Да ну, это еще зачем? Он сбежал с 2 мешками семян, Дик. Нам нужны эти семена. Подожди, Черт. Надо что вы узнать мне про... эту дуру гоните? Я не по этому добычу заданию или вообще. припрятал. Я не уж по этому подкинул ты мне заданию еду. работенку. Ладно, я его найду. Конец связи. Мы пока к бабке мчим. Давай проверим, как закись азота работает. Что-то как-то жиденько. Стоять. Заправляемся. Вот так. Ну вот, порядок. Постоянно. О, зомби-волки. Кстати, давненько такие. С них шкуру нельзя содрать.
И они грызут тебя сильнее, Еще кстати. один трофей. У них удар сильнее выходит. Давай тогда что, раз уж я рядом, поищем талалом, как обычно. Тряпки. На что-то сгодится. Я здесь их собирал, так что они останавливаются заново. Лом. Хоть патроны не забрали. Кстати, что-то новый какой-то ресурс. Это для бомбы. Чтобы бомбы лепить. Вильник можно собирать такой в виде магнита. Он. Ну, то есть одну бомбу, получается, я могу уже сделать. Тут, наверное, что-нибудь не хватает. Так, все заправлю, поехали. Да, до бабки, конечно, тоже еще то удовольствие ехать. Но у нее там тоже уже осталось, по-моему, не так уж и много заданий. Думаю, что это одно из последних примерно. Потом будет в основном у нас этот дед подкидывать. Железный Майк, который... Но к бабульке все равно придется портироваться так или иначе, потому что надо с камнем разговаривать периодически. Чуть накатиком. Это получается, да, отсюда наверх, потом через мост, потом еще выше, по-моему. Через мост, через заправку, еще раз наверх и потом на поворот. Я вспомнил дорогу, где у нас бабка находится. Наверное, заправимся, да, еще разок. Дешевле у бабки выйдет. Подожди, вот же заправка. Или вот это вот. Да, наверное, вот колонка. То, что надо. Хорошо. Все равно привычка осталась почти на каждой остановке останавливаться и заправлять себе полный бак. Сколько раз, интересно, можно закисью азота пользоваться?
По-моему, бесконечно, да? Ну, может, когда-нибудь еще и пригодится, хрен его знает. Ай, блядь. Я в поворот не вошел. Поломалось все. Он нам нужен живым. Живым? Да ну, это еще зачем? Он Блин, да сбежал вы с 2 мешками прикалываетесь. семян, Дик. Нам нужны эти... Короче. Фасовский. Быстрый переход к папке, потому что, ну... Столько времени тратить, что-то как-то и не хочется. Продал он добычу или припрятал? Да уж, подкинул ты мне работенку. Ладно, я его найду. Конец связи. Я хотел немножко сэкономить Стойте, я его денег, знаю. Открывайте. но походу не вариант. Печалька. Ты же Дикон, да? Как Ага. торговля байками, Зенни? Байк совсем в хлам. Жалко, что у него запчастей нельзя к мотоциклу купить никаких. Думаю, у него было бы что продать. А, ты здесь. Что тебе надо? Решил к тебе заглянуть. Тебе еще что-нибудь нужно? Все? Больше ничего. Еще что-нибудь? Хороший выбор. А в том лагере мне аптечки не продавали. Ну, ладно. Вот Если так-то. что понадобится, обращайся. Так, давай, бабка. Я могу помочь? Дик, спасибо, что приехал. Что случилось? Помнишь Ларсена, который заметил ту девицу в Мэриан Форкс? Ну, я тебе о ней говорила. Да, помню. В общем, он снова туда пошел. Посмотреть, что там еще есть. И не вернулся. Мы думаем, что его захватила группа номадов в тех краях, в Белнапе. Черт, где в последний раз видели? В одном здании на востоке города. Отель Олд Веган. А, знаю такой. Спасибо, Дик. Я у тебя в долгу. Угу. Проверить последнее известное место. Визит город. Пойдем, кого-то искать надо. Против же людей Дикон, будем да? сейчас обычных. Как торговля байками, Зенни? Сейчас открою. Так, ну что, мне по идее только этого не хватает. Лома. Остальное все есть. Давай где-нибудь поблизости его поищем. Пригодится. Вот лом. Что-то его, по-моему, все тяжелее и тяжелее находить становится. То ли я тут в округе все обобрал уже. Лом везде пойдет. Он если тратится много сразу. Сейчас мы до туда доедем, до перерывчик забацаем на 3 минуты. Нравится? Нормально. Значит, припоминаю такое задание. Короче говоря, мы сейчас с двух ног в какой-то поселок ворвемся, всех перестреляем. Мужика тоже там убьем, возьмем какой-то, по-моему, ломик, что ли. То ли какой-то кошелек его. Что-то такое. Ну, чисто в доказательство то, что я его завалил. Вот, и в этом сказ.
Тихо, дай-ка мы здесь вот посмотрим лом. Надо-то чуть-чуть. И пусто. Ошибись вы делаете. Ну, хотя бы здесь лом будет. По-моему, самое выгодное лом собирать с байков. Чуваков, которые на подмогу приезжают. Много получается его. Можно выдрать. Почаще их видишь, по-моему, чем так в машинах ковыряться. Такер, я у отеля Old Wagon. Захожу внутрь. Видишь Ларсона? Он там? Вообще без Знаю, понятия. но если там, я его найду. Отбой. У нас потери! Потери! Потери, командир. Он ранен! Выходи по одному, короче. Там что за ассасин сидит? Эх, перила мешает. Помогите! Я Помогите! Сидит в тех кустах! В каких кустах? Ты чё? Он где-то Дура, в тех что- кустах! Что-то ее глючит вообще. Она прыгает туда-сюда. Давай, давай, давай! О, вижу. Ухо. Что, еще есть кто-нибудь? Ладно. Походу все, кончились. Ну, раз музло закончилось, значит и эти все закончились. Тряпки, а мне патронов. Надо патроны тут нереально искать, надо какие-то проще машины полицейскую найти и ее обшмонать. Ладно, тогда давай, короче говоря, лестницу искать. Вернусь попозже. Сожгу оставшиеся гнезда. Какие гнезда, ты чё? Я чё глючит? Я тут все почистил. Не надо мне тут ля-ля, я помню. Я здесь зачищал. Игра, наверное, еще не отреагировала на то, что я там гнезда все похеракал. А куда подниматься-то? Где тут подъем на второй этаж? Вот. Не идет. Причем гнезда-то не здесь были. На Бухаре чувак похож. Здорово, Ларсон. Ты как тут? Сен-Джон. А я вот думал, заеду в город, выпью с корешами. Я тебя освобожу, и ты сразу беги. Меня просить не придется. Не знаю, откуда ты взялся, но честное слово. Что за мода татуировка на голове? Это же жесть вообще. Хорошо, опыта накинули. Ход Спрингс, да. Слабых, ну ладно. Блин, что же за комната? Как туда попасть вообще? Может быть, из одной комнаты можно попасть в другую? Тут они обе закрыты. Не знаю. Да и через крышу, я смотрю, не вариант. Не знаю, денег никаких, правда. Как попасть в эту комнату? Топливо. Короче, заправляемся. Поехали. Вот так. Готово.
Ну-ка. Так, карта. Тут у нас все. Давай сейчас быстрый этот какого. Быстрый переход в этом состоянии невозможен. А почему? Типа я далеко, наверное, нахожусь. Ладно. Просто метку поставим. Надо другую отменить. Всё. Теперь цель одна. Можно ехать спокойно. Сейчас я хотя бы немного проеду. Чтоб ты сдох! Сейчас немного проеду, попробую быстрый переход просто. Где-нибудь километр останется. Попробуем путь сократить. Слушай, тут обычные волки еще бегают. Так. Быстрый переход. Хер с 2. Время боя. Так, Такер, ну, я подальше. слышишь? Подальше отъехал. Я- Все, мы теперь не во время боя. Сократим время немножко. Туда-сюда мотаться смысла я не вижу. Просто это будет чуть-чуть дешевле. Ничего ужасного. Да, похер, заправим. Такер, слышишь? хорошо. Я нашел Ларсона. Он возвращается в Хот Спрингс. Молодец. Я скажу Элкаю его встретить. Ребята видели еще упокоителей. Они движутся на север, к Белнапу. Нам нужны люди. Конец связи. Я видел, что ты сделал для лагеря. Кучу народу спас. Как дела, Мэнни? Водище всегда нужно топливо. Жизнь намада. 100 лет будем тут торчать. А ты попробуй мозги подключить. Потом еще Что надо будет прокачан. Привет. Привет. Дик, как дела? Патроны вроде Эй, тоже Дэймон, все. как торговля оружием? Берем задание. Сент-Джон, у меня для тебя работа. Слушаю. Тебе нужен Нед Уокер в красной бандане. Он и его Всё банда понял. вчера вечером пришли... Можешь не продолжать. Как думаешь, хватит? Надо Дикон просто Сент-Джо. взять и поймать мужика. Ну, как точнее, жизнь, убить Дэймон? мужика в красной бандане. Всё. Мы рассусоливать не будем это задание. Все равно они побочные, быстро делаются. Ну, ехать придется все равно. Я открою ворота. Как ни крути. Ну, сейчас доберемся, там заправимся. По-любому, если это лагерь, то там, наверняка есть и бензин, и лом. Кстати, вот здесь вот можно лом поискать. Ну, вот, к примеру. Мелочь пузатая. Пошли нахер. Трофей. Трофей. Тут лом на вес золота, а не уши шакала. Ремонтируй, биби. Ну, давай посмотрим. Ну вот. Притормозил взять лом, еще больше этого лома потратил.
Ну, сейчас 5 единиц вряд ли дадут. 3. Да, 3. Дождик, дождик. Полетели, короче. Может, здесь тоже лом есть. Да. Ну давай уж доберем до конца. Чё за хрень? Ты подходишь к машине, нажимаешь на действие. Он смотрит на нее, поворачивается к спиной и стоит тупит. Помню, кстати, то, что такое было еще на плойке тоже. Странно, почему они перенесли эту ошибку дурацкую. Ну, хотя они тут элементарно даже про фонарь забыли, о чем я. Коуп, я в лагере. Подожди, в каком-то лагере. Конец связи. До лагеря еще так-то далековато. Но, по-моему, я тут был. Правда, я к этому лагерю подходил, и тут никого не было. Был нерабочий. Ладно, давай мы лагерь зачистим после перерыва. Сейчас я подойду через 3 минуты. Все, поехали дальше. Лагерь, да?
Слушай, коп, а кого он убил? Что за парень? Молодой совсем. Все звали его Сурком. Настоящего имени не знаю. Сурок. Это А лет люди. сколько? Я же сказал, молодой. Ты там откуда стреляешь? Не уйдет! А вот и уйду. Подкралась. Чё, где? Так о чем была речь? Я же сказал, молодой. 19, 20. Удивительно, что он и столько-то протянул. Славный был парень. А что? Да неважно. Когда проводишь много времени в лагере, узнаешь людей, становится важно. Ладно, отбой. Тот, кто мне нужен, уже вниз спустился. Вижу его! А я тебя. Вот ты где. Нет! Да, деточка, да? Ты куда? Не добежал. Какая досада. Вот так. Так, что нам нужно? Давай посмотрим, что из них выпало вообще. Отдам ее копу. Хорошо. Мишка или волк? Волк. Хорошо, хоть не Мишка. Ага. Где-то здесь еще труп. А, он наверху. Да, вроде и все. Давай наверх посмотрим. Наверху что там есть. Ну там, наверное, вряд ли что-то будет полезного. Бензина немного. Эту штучку Найду тебе точно возьмем. применение. То мало ли потом опять придется лезвие искать. Ну, давай. Кто там, волк? Второй волчара, походу, прибежал. Или Мишка. Я вот не вижу, кто там. Ладно. Я прыгаю и бегу к байку, короче. Слушай, да вроде нормально. И волчара убежал. А нет, вот он. Все нормально. Задолбали эти волки. Коуп, дело сделано. А на Эдиокере ты больше не услышишь. Принеси мне его бандану. Хочу сам убедиться. Отбой. То, что надо, конечно. Порядок. Это поправимо. Порядок. Ну вот и все. Подожди, а зачем ехать, правильно? Ну, портанемся просто. Быстрый переход. Подтверждаю. Все равно денег я в плюсе все равно остаюсь. Открывайте. Он тут уже бывал. Привет. Да так. Что тебе нужно? Так, давай, припасы. Стоящая вещь. Согласен. Все, тут больше брать нечего. Хорошо.
Заправляем байк. Спасибо, Дикон. Дик, А Лагерная денег не жизнь, сразу да, же Мэри? дали. Тебя заправить? Будет что-то Деньги нужно, дали скажи. сразу же. Увидимся, Дик. рад видеть, Дик. Эй, Дэймон, Как молодец. Я уже нескольких человек потерял, отправив их за этой сволочью. Пропускаем. в другой раз. Он просто поблагодарит и все. А нет, слушай, мне еще денег накинули. Эй, что-то тебя Продавать давно не нечего. было видно. Я уж подумала, что вы умотали на север. Все, Без- вали. Увеличение боезапаса. Это так Жизнь. же мерзко. Сейчас мы патронов еще возьмем. Эй, Эй, Дик, будь как жизнь? осторожен. Я Ну, не хочу как лишить жизнь, своего Дэймон? лучшего охотника. Понял? Неплохо. Чик, А у тебя как дела? чик. Больше Вот ничего? так. Все. Ладно, 500 уложился по ну патронам. увидимся. Так, теперь что? Тут же у нас ничего такого не добавилось. Теперь, наверное, давай к Бухарю поехали. Тут еще одно задание. Тогда трофейную охоту берем. Вот до туда ехать придется. Правда, не в ту сторону. Ну ничего, сейчас быстро доберемся. Это уже можно будет пошустрее задания выполнять, телепортами и так далее. Чтобы не пилить каждый раз через всю карту. Активней будем делать все дела. Да, бери ты свой пистолет. Все, пристрелил собаку. Я не понимаю, как волк может догнать мотоцикл? Вот серьезно, неугомонный что ли? Есть. Как так до хрена-то? Ну, а у меня теперь по 50 патронов, по 60 патронов в обоими. Как волк и мотик догоняет, я не понимаю. Хоть даже это волк-зомби. Он же быстрее все равно в 4 раза не стал. Так, здесь какая-то хибарка у нас на воде, которая у нас что-то надо где-то найти, да? Что-то где-то в ней нужно поискать. Понятно, тут ничего полезного. На нахер, я так сокращу чуть-чуть. И лома заодно возьмем. Дик, он нам нужен живым. Живым? Да ну, это еще зачем? Он сбежал с 2 мешками семян, Дик. Нам нужны эти семена. А, черт. Я погоня Надо будет. узнать, продал он добычу или припрятал. Да уж, подкинул ты мне работенку. Ладно, я его найду. Конец связи. Навык не растерял. А, черт, вот он. Догоняем. И пострелять придется. Отвали уже! Ну все, Слышишь Линч, меня? хватит уже! Нет, от меня не уйдешь. Нью-Йорк, байк!
Берегись! Ну, давай, давай, давай. У нас ранение! Первый. Он бьет наших! Второй. Почему вот я, допустим, не могу также какого-нибудь этого волшебного Давай! автомата стрелять? Берегись, на тебя прет! Да полечиться бы. Или так сойдет. Черт! Ну прям GTA воплоти. Лови Не его! попадаю. Занесло. Бля, почти же уже. Угарно, он помер прямо на мотоцикле. Обмяк просто как озимый. Ух, как же так, Линчман? Тебя что, плохо кормили в лагере? Пошел ты! Думал, просто убьешь пару человек и смоешься с нашим добром? Плевать, что куча людей умрет с голоду. Ты свое взял, и ладно? Отвали от меня, мразь! Эй, послушай меня. Рики пошлет за тобой людей. Ты расскажешь им, где спрятал зерно, и, может, они тебя просто пристрелят, а не повесят, к примеру. Как тебе такой расклад? Я вообще без понятия, о чем ты! Ну ладно, дело твое. Застрелить бы эту падлу. Чтоб не воровал. Рики, я его поймал. А вдруг тут Отправлю пройдет координаты. тогда? Пришли кого-нибудь, Так же пусть нельзя. заберут. Семена у него с собой? Пожалуйста! Нет, не нет, бросай я их меня не видел. здесь. Ладно, мы им займемся. Конец связи. Пока, Линчман. Ну и все, да. Байк, правда, покоцала. Ну, я врезался. Поехали. Точно, а мы сейчас его байк разберем. А ни хрена, 0%. А вот этот байк мы можем разобрать? Повредить. Вот, сейчас мы... И как раз то, что я лома потратил, мы сейчас его восстановим. Ну, не все, конечно. О, подожди. А, я с этого, да, у меня тут тряпка валяется. Так, и теперь у нас только 2 задания. И мы прям до туда не поедем, мы сразу же портанемся и сэкономим время. Быстрый переход. Чик, чик. И все. И все шоколадненько. Тут кто-то есть. Открывай. Погоди, он свой. Открывай. Дик, Так, Дик, у Дик. меня Что ж ты 1900, так давно не да? заглядывал? Блэр, отлично выглядишь. Ага. О, хороший Не выбор. знаю, нужна она мне вообще или нет. Ладно. Но я думаю, что нет. Я вот не Эй, припомню, чтобы я какими-то лучше этими будь там осторожен. пользовался световыми гранатами. Давай мы докупим там, что я хотел. Рад тебя видеть, Дик. Эй, Бас,
Ну, чисто вид поменяет. Да пофиг, давай. Это хорошая вещь. Выхлопная. Без разницы, кстати. Да пускай такой Прослужит будет. долго. Что еще предложить? Тоже неплохо. Крыло я взял, и все. Подожди. А, еще и кожух, короче. Ишь ты. Ну, у меня прям будет очень прочный байк. Много топлива жрет, да? Если это можно так Буду назвать. здесь, если понадоблюсь. Хорошо. Так, Если давай. что, я здесь. Берем Дик, задание. приехали какие-то люди. Обстреляли ворота. Мы их не пустили, они уехали. Дерьмо. Должен В какую догнать и сторону? убить. Я понял. Дикон Сент-Джон, как дела? Как дела, Бас? Подожди, а что у меня? Задание-то не сработало, что ли? А, нет, все нормально. Да, вот так. Ну все, и мотосуслик потихоньку у нас обретает адекватный вид. К 4-му лагерю, думаю, уже вполне нормально прокачаемся. Вообще, вот этого байка, то, что есть, уже его хватит. Можно как бы уже не париться. Но все равно нечего делать, буду докачивать уже до конца. Ну и хрен с ним, с этими дорогами. И тормоза для труса. Рики, я Уидон Хилл. Да, наши намады еще здесь. Ты справишься? Отож. Ну, скоро мы это узнаем. Конец связи. Так, господа, думали, можно просто прийти пострелять? Давай сразу шухер устраивать. И это все, что вы можете? Он меня зацепил! Что тут по стелсу, да, выделываться? Что, поехали, а? Вот ты где! Спрятался он. Лежать. Вали оттуда! Да ладно, вы можете лучше. Уходим отсюда! Заряжаю! Падла, сзади подкрался. Сколько вас там еще? Постреливает он. Это все? Надо же, достал. Думал, далековато будет. Чел, обернись, за тобой фрик. О, кажется, это Ну и зря. Все, вот и вся побочка. Еще денег заработал немножко. Вот фриков местами тяжелее мочить, потому что они бегут немного Надо непредсказуемо. связаться с Рики и Дерганые все. рассказать ей. Дикон, как прошло? Нормально. Шикарно Больше они просто. никого не пристрелят. Ух, слава богу. Я сообщу Железному Майку. Слушай, продолжай в том же духе, и скоро вы с ним будете лучшими друзьями. Ну вообще Пока, просто близнецами сиамскими будем. Ну теперь у пистолета. Что за хрень? Капкан. Подожди, чувак, я сейчас освобожусь и займусь тобой.
Еще 2, 3. Да, неплохо. Ну, просто замечательно. Даем. Перебор. Ну все, пошли собирать пожитки. Главное еще в капкан какой-нибудь не вляпаться. Дик, ты выследил этих ребят, которые обстреляли ворота и уехали? Нет? Привет, Майк. Да, я их нашел. Они больше не вернутся. Что-то все идет под откос. Бандитов и намадов все больше. Не в обиду присутствующим. Я не обиделся. Да, все и правда идет под откос. Не знаю, Майк. Помнишь, ты рассказывал, как сюда валили туристы из Калифорнии? Если бы у меня был выбор, я бы тоже предпочел оказаться здесь, а не там. Да, ты прав. До встречи, Дик. Отбой. В игре уже можно все меньше по стелсу действовать. Ну, тем веселей. Игрулька набирает обороты. Только ресурсы собирай. Долупи всех потихоньку. Я тут. Когда успел 1% байка слететь? Ну, наконец-то. Вообще, наконец-то. Так. Все, заданий никаких, да, у нас? Ладно, полетели также быстрым переходом. Обратно в лагерь. Это будет стоить немножко заправки, но... Что там, $200, а ты получаешь по 2000. Кто-то подходит к воротам. Все нормально. Открываю ворота. Металлолома я попозже наберу. Так, трофеи давай сдадим. Привет, Дик. Там их немного, но все равно. Класс, хороший улов. Пока что это все. До скорого. Пока что да, мы как раз то, что сдадим. Жалко, лом давно не нельзя виделись. покупать. Блэр, как поживаешь? Ладно. Ну ладно. Ладно, отличный диалог. Ладно, ну Заходи ладно. почаще. Мы скучаем. Давай мы сразу же заправимся. Дикон Сент-Джон, как дела? Бас, Хорошо, что как эти дела? вот $120 тебе нужны получается тонны перемещение стоит. Буду здесь, если понадоблюсь. Ерунда какая. Зато сколько времени экономит. Заходи еще. Как дела, брат? Дик. Вот и ты, наконец. Без тебя По как локоть. без рук. По локоть отрезали. Ну-ка, ложись давай. Юморит уже хорошо. Да, мэм. Его навещать пока нельзя, а мне лишние руки нужны. Ладно, увидимся. Буду ждать. Эй, док, скажите. Как вы думаете, я смогу играть на пианино? На гитаре. Очень смешно, Уильям. Ложись. Ладно. Могу и третьей рукой? Не, правда, возьму и подыграю. Ну, сам видишь, он поправляется. Может, он под Лихорадка наркотой? прошла. Хорошо, рад слышать. Ну ладно, я пойду. Дикон, я уже говорила, Уильям обязан тебе жизнью. Бухарь ничего мне не должен, наоборот. Эй. И еще двое. Эдди и Мия бы умерли без антибиотиков. Это я так, к слову. Не благодари. Реально она похожа на Мишон из «Ходячих мертвецов». Вот и все. Даже $250 дали. Оружие, дробовик Бухаря. Ну, можно его взять потом в Похоже, шкафу, ему если что. стало лучше.
Так, нам снова нужно будет к железному Майку, да? Сейчас, наверное, я еще выйду за пределы этого лагеря, а у меня еще заданий какие напихают. Ну, пока возьмем, что есть. Эй, у меня для тебя дело. У тебя дело для меня? Да, к западу от моста, у берега, лежат дохлые фриканы. Так вот, их надо оттуда выудить и оттащить к кострам. Ясно? Дохлые фриканы? Да. Не, ты извини, я занят. Эй, я поручил тебе дело. Не знаю, что там Майк тебе наговорил, но у нас тут принято работать. Эй! Шиза, работу он уже получил. Так, ты тут вообще ни при чем. Так решил Железный Майк. Я еду водище, и Дик едет со мной. Что-то они резину тянут. Мы вообще, по идее, уже давно должны со старым эти, как его, тоннели эти взрывать. Чё, где туннели? Каких-то фриков будем таскать сейчас. Ясно? Я ж говорил, я занят. Возвращайся, я буду ждать. Поехали? Шиза там очень хочется на клыка Тебе не накинуть. пофиг. Куда ты меня ведешь? На север. Рики, у меня реально нет времени ни на Шиза, ни на тебя. Я тебе все покажу. Майк рассказал про твой план. Какой нахрен план? Ты хочешь замуровать входы в пещеры, чтобы остановить орды. Не факт, что их это остановит. Может, замедлит. Слушай, ты к чему ведешь-то? Да так. Я просто подумала, может, ты решил остаться? Я имею в виду не из-за Бухаря, а потому что хочешь помочь. Ты так подумала? Эй, и я в свое время за припасами гонял. Да, но этим все и ограничивалось. Даже не спорь. А теперь ты помогаешь Майку замуровать пещеры? Как мне на это реагировать? Надо, кстати, загуглить будет, как в этой игре переодеться. Я видел, что можно переодеваться, вот только как и где. Где мотоцикл? Что он тут встал? Сюда. Я помню это задание, она сейчас что там куда-то У поедем. нас погиб человек, когда этот генератор отрубился. Вот А с ним... мы сейчас куда-то поедем, будем какие-то генераторы включать, что-то крутить, вертеть, отстреливаться от фриков. Мы аппарат искусственного дыхания. Искусственного дыхания? Охренеть. Народ, опомнитесь. Кто не в состоянии сам дышать, тот уже сдох. Мы сейчас А свет был в бы лагерь это Бухарь. вернем. Ну да, я так и думала. Короче так, электричества у нас нет почти 2 года, но трансформаторы целы и линии тоже. По крайней мере здесь. Я хочу поехать на север к электростанции, ну просто посмотреть, в чем там Ну проблема. так иди к Шиза и попроси себе охранника. Да не нужен мне охранник. Ты жил в тех местах, хорошо там ориентируешься. Ты ведь просил меня помочь, так? Теперь помоги мне. Черт. Вот и хорошо. Пойду возьму еще парней в помощь и... Нет, без парней. Мы действуем тихо. Нарвемся на людей Коупленда, я договорюсь. Но в тех краях полным-полно упокоителей, ну и прочей всякой шушеры. Большой отряд привлечет ненужное внимание. Дикон, Нет, но... тихо. Руководить здесь буду я. Слушай, у нас же еще с упокоителями линейка не закончена. Ладно, поехали. Там еще с Слушай, упокоителями долго хочу что-то тебя будет спросить. происходить. Той ночью в лазарете. Прострелила бы я тебе башку? Нет. Правда? Судя по твоему взгляду, ты... Вывела бы наружу, а там бы уже стреляла. А, то есть ты просто не хотела бы забрызгать там все кровью? Ага, именно. Поехали уже, тетя. Начнем пораньше, успеем вернуться засветло. Если только ничего не случится. Что может случиться? Ну, веди. Следуй по маршруту, который я отметил на карте. Там будут лагеря мародеров. Их лучше объехать. Ага, поняла. Я бы А их как ты здесь подзачистил. очутилась? Я никогда не спрашивал. Так же, как и все.
Когда пошел замес, я была в сотне миль от дома. Когда я вернулась, там уже никого не было. Ну-ка посмотрим, с Закиси Азада мы ее перегоним. Работала в городе, Ни ночевала хрена у мы ее друзей. не перегоним. На выходные домой. Жизнь в мегаполисе. Ну таком, по меркам Орегона. И как там все было? В смысле, как ты оттуда выбралась? Не знаю, повезло, наверное. Все дороги на побережье были забиты, одна большая парковка. В Виламит-Вэлли была бойня. Все случилось так быстро, я сказала друзьям, надо уходить. Но они вряд ли послушали. Туда вроде сбросили атомную бомбу. На Портленд? Ну, я тоже слышала. Сомневаюсь, что это правда. Мы бы заметили последствия. Короче, Да. как ни крути. Так вы с Эдди... А ты против? Я? Да нет, я просто не знал. Мы ведь сколько уже знакомы, видимо... Как ни крути, она все равно будет ехать впереди тебя, и Закиси Азота не помогает. Она все равно будет на определенное расстояние впереди тебя держаться. Просто не заходил разговор на эту тему. Я была как ты. Мне казалось, не знаю, что лучше держать дистанцию. Так проще выживать. Слушай, я вообще зря спросил, это не мое дело. Поэтому я и подалась в лагерь. Это шанс снова пожить нормальной жизнью. Ну, желаю удачи. У нас с Эдди ничего серьезного. А так и не скажешь. Но теперь жизнь движется быстро. Понимаешь, о чем я? Мне все равно. Хотел сказать кое-что. Валяй. Я признателен тебе за то, что ты за нас поручилась. Ну, с Бухарем. В смысле, перед Майком. Ого! Что-то ты размяк. Иди ты. Спасибо, я тебя еще не слышала. Ну, может, раньше и не было повода. Ну-ну. Слушай, а куда вы с Майком ездили? А он что, разве тебе не рассказал? Без него слова не вытянешь. Я Майка давно знаю и никогда не видела его таким, как сказать, подавленным. Ну-ка, стой, она же только что говорила то, что в курсе, ей Майк рассказал, что мы собираемся завалить тоннель взрывчаткой. Сейчас она говорит, он со мной вообще ничего не говорил. Что-то не в подушечке. Так куда вы ездили? В Кэмп Шерман. Там же теперь фрик-шоу. Да, но у нас не было выбора. Я предложил ему замуровать входы в пещеры, чтобы орды не могли пройти. Он знал, где горно-отводная контора. Мы взяли там карты, он выяснит, где хранится взрывчатка. У тебя рация сбоит. Мне послышалось, что ты вызвался помочь. Ну, я же поехал с тобой. О, господи. Ты просто не хотел идти на болото. Ладно, раскусила. Так что случилось? Было ведь что-то? Ничего не случилось. Он ничего не сказал? Короче, ничего не случилось. И Майк ничего не сказал. Сама говорила, из него лишний раз слова не вытянешь. Мы подъезжаем. У ворот сбавь скорость. Мы не знаем, кто там живет или что. Ага. Добрались наконец-то. Хорошо, хоть бесплатно по бензину. Похоже, чисто. А ты ожидал проблем? Я их всегда ожидаю. Если они будут, нам крышка. Ладно, идем. Хочу проверить выходной поток. Ну давай. Куда ты идешь? Сюда. Куда? А, ну ей надо осмотреть насчет того, то, что как у нас вообще. Какие-то там штуки открыты, какие-то закрыты. О, нет. Так не должно быть. Воды должно вытекать больше. Отсюда. Да? Да, а еще слышишь? Что? Вот именно. Если бы турбины работали, даже отсюда было бы слышно гудение. Так у вас же света нету. Вот они не работают. Что произошло? Что? Да, то же, что со всеми мостами. Умные люди в военной форме решили, что если взорвать их, орды не смогут пройти. Орды беженцев или орды фриков? Ну, для таких, как Коупленд. Что те, что другие. Ладно, пойдем, надо кое-что глянуть. Сейчас мы долго будем тут возиться на этой электростанции. Так, давай, короче говоря, искать металлолом. Мне его мало. И он пригодится. Отлично.
Патронов у меня полно. Я еще где-нибудь открою. К примеру, вот здесь. Все, замечательно. Ну, их мы пока не будем кошмарить, пусть себе сидят там. Я их не трогаю, они меня. Иди, потрогай. Иди. Чего? Ну, что чувствуешь? Ничего. Именно. Если бы вода текла, турбины бы вибрировали. Идем. Она ему так говорит, как будто он должен это был знать. Нам сюда. Надо подняться на самый верх. Ну, веди. Она ему Видишь, показывает трубы? такие Это очевидные напорный вещи. водовод. Вода из хранилища под напором стекает вниз по этим трубам. А дальше вся мощь потока поступает непосредственно на лопасти турбин. Откуда ты все это знаешь? У меня 2 старших брата все время возились с машинами вместе с папой. Он устроил меня в Боинг, когда мне было 17. Я училась на заочном, хотела стать инженером-механиком. Ну, гарно, а она потом по ступенькам началось ходит. Ты их больше не видела? Через одну и не попадает Отца, вообще ни в одну. братьев? Нет. Так вот, она ему объясняет такие Давай, вещи, типа, пошли. вот смотри, света нет, значит, все не работает. Видишь, вот эта турбина не пашет, значит, света нет. Ну, такие просто... ну, Так, сейчас Зачем? разберемся. Ну, будет весело. Есть, а то ж, я помню эту миссию. И что теперь? Так, погоди, а что ты делаешь? Мы не так давно общаемся, но за все это время ты ни разу не вызвался что-то сделать. А кто-то должен прочистить отверстие. И это я. А ты можешь постоять и посмотреть. Прочистить другое отверстие. Ну ладно. Короче, погнали. А там камни, там воды нету. Все ж пересохло. Да, тут все загажено. Но я, наверное, смогу очистить. Куда Ты звук? сбегай вниз, к турбине. Посмотри, она хоть вибрирует. Все, вижу. Опять смотреть вибрации турбин. А они сразу не могли это сделать? А, так мы же подходили уже, смотрели здесь вибрацию. Ее нету. С чего бы она должна появиться? Серьезно. Почему должна появиться вибрация турбин, если она просто взяла и в воду прыгнула? Должно что-то было измениться из-за этого. Типа, смотри, я в воде турбина заработала. Ничего. Так, стоп. Есть движение. Да. Волшебство. Теперь просто надо вверх-обратно к ней. И работает. Ну, типа того. Как малого меня туда-сюда гоняет. Ха-ха-ха. Ты чуешь вибрацию? Да, но электричества все равно нет. Что? Ну вот, а я хотела легко отделаться. Ладно, проверим трансформаторы. Ладно. А твой отец и братья, что с ними стало? Не знаю. Когда я ехала домой, я много раз им набирала. Все время было занято. Когда я добралась до дома, никого не было, как и во всем квартале. Везде были листовки, приказ об эвакуации. Я поехала в ближайший лагерь беженцев, но его разгромили. Все погибли. Там повсюду были фрики. Рики, я сочувствую. Ну, это было давно. Что нам надо еще потрогать? Ну, вибрацию. Ах. Что она делает? Вот эти подают ток на линии, идущие на юг. Есть идеи, в чем проблема? У тебя... Там вот 3 амперметра, она подходит, их слушает. Ты серьезно? Вот амперметры, лампочки.
Да в целом, в принципе, только, ну, если даже амперметры не показывают, лампочки могут работать. Если даже вообще в целом ни один из приборов не работает, тогда да, уже можно как-то, я не знаю, по вибрации послушать. Понятие. Ладно. Ну, может, в распределительных щитках что-то коротнуло. Пошли посмотрим. Ага. Ладно. Как проблемная женщина. А чем тебя допек Шиза? Ты ему прям будто в глотку готова вцепиться. Мы тут как-то с Эдди застукали его за окном. Но Химича, зато она знает, как запустить гидроэлектростанцию целую. Надо отдать должное. Не каждый может владеть таким знанием. Что? Он подглядывает? Сказала, еще раз поймаю, я ему докажу, что у меня ствол больше. Господи. Знаешь, раз там была Эдди, он, скорее всего, пялился не на тебя. Еле удержала. Она хотела его кастрировать. Не зли женщину, у которой всегда под рукой скальпель. Там у нее нож какой-то теперь под рукой, Эй, который подсади кости меня. режет. Ладно, давай. Вот. Я открыла ворота. Пойдем, щиток должен быть здесь, рядом. Там у нас коконы, гнезда фриков. Штуки 3, по-моему, будет. Господи, что это за вонь? Гнезда фриков. Судя по запаху, их тут много. Держись рядом. Чистим, чистим. Кстати, а на карте где мы вообще находимся? Угу. Сколько у тебя молотовых? Достаточно. Так, помнишь, как делаем? Ты поджигаешь, я их выношу. Давно это было, но я помню. У меня, кстати, побольше стало. Еще и вот этих вот патронов. Давай, что там, кто поджигает? Зажигай. Че она жечь-то собралась? Подожди, стой, стой. Ой-ой, ты готова? Где горим? Давай. Ты не пройдешь. Все. Ну, вроде все. Сколько гнезд надо забацать? Где она вообще? Вон. Давай, жги. Тоже наверху? А, нет. Ты готова? Давай. О, да. Куда ты побежала? Да стой ты. Мне же не видно ни хрена. Живая? Да. Эти ребята совсем не любят гостей. Их можно понять. Ну, пусть привыкают. С сегодняшнего дня Всё? это собственность лагеря Lost Lake. Власть народу. Ага. Я думал, гнезд будет Проверим побольше. щиты и валим. 3, 4 хотя бы. Ну все, ты готов? Давай, запускай. Ладно. Валяй, жми. Вот! Ура! Есть! Все в говне. Хьюстон, у нас есть ток. Неплохо. Все благодаря тебе. Так, теперь надо чем-то подпереть дверь. Не очень-то мне хотелось бы таскаться сюда каждый месяц. Через месяц ты еще не свалишь? Что? Нет, не знаю. Ну что ж ты за человек? Да я просто прикалываюсь. Серьезно, эти фрики, они как психи, короче говоря. Почему ты спросил про моего отца и братьев? Делают гнездо и потом начинают Не знаю. говном ты стенки просто мазать. Никогда раньше о них не говорила, и я... Слушай, извини, если я тебя... Если ты не хотела затрагивать эту тему. Да ладно. Кстати, знаешь, я тоже хотела тебя спросить. Еще тогда, в водище. Рики, не сейчас. Спросишь потом. Подожди, это где-то по дороге, вот патрон. Давай не будем время терять. Все. Теперь можно уходить. Я думаю, взял сколько потратил.
Ты не спросил, почему я свалила от вас с Бухарем. А что, должен был? Я так и знал, Майк мозги запудрил. О, Рики, вот это надо делать сейчас. Мы держались вместе сколько? Пару месяцев? Ну, Чему хватит. ты? Ладно. Короче, однажды ночью, я хорошо это помню, шел снег, и, в общем, Бухарь храпел. Ну, ты знаешь, как он храпит. Я боялась, он приманит к нам Ну Орду. да, храпит он знатно. В общем, ты думал, что все спят, и, как всегда, сидел снаружи в одиночестве. И на что-то смотрел. Ты всю ночь не спал. Покажи мне фотку. Пожалуйста. Тогда я поняла, И что ты поняла? что я не хочу вот так. Как многие из нас, не хочу жить прошлым или бежать от него. Лично я хочу смотреть вперед. Вперед, а не назад. Ни хрена ты не поняла. Я... Она намекает, типа, ты давай свою чику-то забудь, которая ты давно уже, наверное, в живых нету, а ты давай вместе замутим с тобой, да и все. Все, поехали. Упокоители, да? У него знак на спине. Мы из лагеря Лост Лейк, у нас перемирие. Дура, что ли? Это было гениально. Может, повторишь? Просто... Жди тут, не высовывайся. Я тоже драться умею. Да? Как остальные лагерные? Лагерный, иди ты. Что-то вы далековато от дома забрались! Вот гады. Что они вообще тут делают? Нет, 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 нет. У Железного Майка с вами договор. Да похер им на договор. Уже Проваливайте упокоители. обратно в Айрон бьют, уроды! Куда выползли? По мне стреляют. Потерпишь. Ну, конечно, снайпера снял. Чё, где это падла? Стой! Я дам тебе свободу! Что он делает? Что вы забыли на севере? Вам же нельзя далеко отходить от вашего Карлоса! Нет! Он идет за тобой! Да, кто-то еще сзади постреливает. Господи! Где? Похер. Давай вперед. А давайте мы пустим вам кровь и бросим подыхать! То-то все фрики обрадуются! Вы же этого хотите? Так, ну тут только вот такой вариант. Ну, наконец. Да катитесь вы все к черту! Ну что, покорились? Всё, есть? Довольно, а? Кажется, это последний. Можно полечиться. Я их такими еще никогда не видела. Дважды Чем они так даже. обдолбались? Не знаю. Я раньше видал торчков, которые так себя вели. По-моему, они были под фенциклидином или как там оно еще называется. Точно, соли. Перед эпидемией как раз пошла мода на эту хреноту. Ну да. Пойдем глянем, что там с нашими байками. Да, вроде ничего с ними не должно произойти. Берем патроны, короче. Можно, в принципе, по трупам пробежаться еще, посмотреть ресурсы. Я аптечек много потратил, что-то.
Да, да. Давай пробежимся. Лишним не будет. Тряпочки, всякую херню пособираем. Меньше крафтить надо будет. Ну. Целых 3 тряпки у чувака было. У него, походу, был насморк. Все, я почти полностью восстановил все, что потратил. Я же на крышу, наверное, за тем гавриком не полезу. Не вижу смысла. Здесь что-то внутри, по-моему, что-то есть полезное. А нет, ни хрена тут нет. Все, возвращаемся. Заправлять не надо. Ты что, реально думаешь, что эти ублюдки будут соблюдать договор? Я не знаю. Слушай, да после По-моему, того, это что еще они не сделали все. с Бухарем и с Лизой, которая... Что? Один из них сжимал это в руке. В чем дело? Вы что, с ними как-то столкнулись? Вы с Бухарем до того, как ты украл антибиотики? Ну, я не знаю, но чем бы я не обидел Карлоса, если он мне теперь попадется, я точно сделаю что-нибудь похуже. Ладно, поехали. Говори правду, да и все. Скажи то, что тебя ищет. Ищет главарь упокоителей. Так, поедем вдоль проводов на юг. К трансформаторам. Надо их осмотреть. Ладно, показывай дорогу. Трансформатором. Можно тебя спросить, Может, не надо? как ты попал в мотоклуб? Долго рассказывать. Чудом. Так нам и ехать долго. Я служил в 10-м горном полку. В передовом соединении. Работали с Северным Альянсом. Я не знала, что ты был в армии. Как тебя? Ты будешь слушать или нет? Извини. Ну, короче, мы наступали на Мазари-Шариф. Нарвались на засаду. Нас встретили отряды Талибана, которые двигались в другую сторону. Они были на грузовиках, на которых стояли модифицированные зенитки ЗУ-23. Крупный калибр. Да, очень крупный. Наш джип взорвался. Упал с обрыва прямо в реку Хари. Ты представляешь, как трудно утонуть в Афганистане? Очень трудно. Это, считай, одна сплошная пустыня. Меня выбросило из машины. Когда пришел в себя, джип лежал на дне вверх колесами. Я поплыл к нему искать уцелевших. Вытащил на берег тело. И потом еще 7 тел. К тому времени, когда я вытащил Теннера, моего сержанта, меня уже накрыло. И когда я вернулся домой, не знаю, купил байк, провел пару лет в разъездах, просто перебирался с места на место. Фервелл, ты же в этих краях вырос, да? Да. Короче, когда я решил здесь осесть, я устроился на работу в мастерскую, которой заправлял один старикан, Джек. У него был свой мотоклуб. И, в общем, президент, так мы его звали, лично вручил мне нашивки. Подожди, Бухарь про него рассказывал. Его, кажется, потом посадили. Случилась одна неприятная хрень, и он взял вину на себя. Как я понимаю, вы тесно дружили. Чего не отвечаешь-то на вопрос? Ладно, это, видимо, риторический вопрос. Мы едем к электростанции, которая вот здесь неподалеку от заправки. Сейчас еще там надо что-то сделать. Ну вот. И все-таки один нашелся. Давай-ка вернемся утром. Ты прихватишь с собой инструменты и закончим с этим делом. Днем будет меньше фриков. Без горячего душа? Ладно.
Хочу тебе кое-что показать. Рики, давай не сегодня, а? Ну ты же у нас эксперт по фрикам. Вот А я душнило-то, покажу тебе а. то, чего ты не знаешь. Все равно мы уже сюда приехали. Черт, ладно. Вперед. Пойдем тут покажу. Можно тебя спросить, Пойдем там Господи, покажу. ну вот опять. Может, не надо? ради чего вы продолжаете? Что продолжаем? Почему вы до сих пор носите цвета? Ты и Бухарь. Вы же не пытаетесь никого завербовать и не отстаиваете территорию? Нет. Пара ребят, с которыми я работала на заводе, носили цвета по выходным. Я как-то спросила их об этом, и они сказали, что это типа как посыл нахер. Полиции, правительству и вообще всем властям. А против чего бунтуешь ты? Против того, что осталось. Мы носим их просто потому, что носим. Чего ты хочешь? Не знаю, как Бухари, а я не пытаюсь никому ничего доказать. Просто цвета — часть меня. Я много дурацких поступков совершил, но мотоклуб, скажем так, это один из немногих эпизодов, о которых я... Не договорил. Мысль. Рики, что мы Носим здесь цвета, делаем? потому что мы носим Я видел цвета. поезда смерти Неро и Орды тоже. Я знаю. Это другое. Чё за херь? Смотри. Я сюда несколько раз приходила. Днем они сидят в тех старых ангарах, а ночью выползают вот так дружно, как по звонку. А утром уходят назад и что, засыпают? И ты не заглянула проверить? Ха-ха. Нет, как-то сунулась ближе, чем стоило, так за мной погнался целый десяток. Это же как осиное гнездо. Ладно, пошли отсюда, уже темнеет. Сказала для затравочки. Вот, говорит, иди туда. Почистишь потом. Ладно. Короче, на днях я кое-что видел, и ты ни за что не поверишь. Ты хочешь мне рассказать? Ну, я слушаю. Погоди, дай угадаю. Ты видел вертолет Нера? Так, а ты откуда знаешь? Их уже много раз тут видели, по всей округе. Черт! А тебе какое дело? Они не будут нам помогать. Говорят, они стреляют без предупреждения. Мне дела нет. А походу какое-то есть. Наверное, тут как инопланетяне местные просто. Летают, высаживаются. Берут пробы и улетают к себе. Окей. Эй, где тебя носило весь день? И тебе тоже привет. Шиза сказал, что вы с Диконом куда-то уехали. Я волновалась. Эдди, я устала, ясно? Зашибись. Слушай, Дик, спасибо. Ну, когда соберешься чинить трансформатор, дай знать. Я тут рядом. Ага. Ну, знаешь. Что на тебя нашло? Нет, нет, это на тебя что нашло. Да говорю же, устала я. И все. Ладно, извини. Я весь день волновалась. Ты никогда не уезжаешь, ничего не сказав. Ну да. Дай-ка угадаю. Зачин на лесбийские отношения? И это все? Скорее всего. Просто об этом особо не афишируют. Я вот все думаю про фриков. Толерантненько все как. Боль чувствуют? Или хоть что-нибудь? Черт, не знаю. Надеюсь, нет. Так, что качнем? Стрельбу, может быть. О, выстрелы в голову восстанавливают здоровье. В принципе, ну, почти все, что надо, я тут прокачал. Без малого. Теперь можно что-нибудь по... Это пригодится. Возможно, бесшумно атаковать тяжелых фриков. Возможно, убивать тяжелых фриков и крупных животных, вырываясь из захвата.
Повышение шанса нанести критический урон или нейтрализовать противника на 25%. Ну, тоже пригодится. Значительное снижение расхода запаса сил не то. Оглушать противников вообще не то. Вот увеличение урона тоже надо будет. Но тогда нужно что-то будет отсюда выбрать. И вот целый день потерян. О, вот досада. На болото идти уже поздно. Какая жалость, да, Шиза? Шиза. К слову о Шиза. А он-то чем весь день занимался, черт. Да, еще долго надо на этот лагерь вкалывать, чтобы хоть что-то изменилось. Все, я помню. Моменты просветления. Дикон выследил полевую экспедицию Нера. Но мы сейчас туда и поедем. Больше, собственно, ничего такого нету. Побочек никаких не дают, ладно. Работа накопилась. Давай, наверное, перерывчик сделаем. 2 стрима подряд тяжеловато. Не больше. Сейчас я подойду 3 минуты. Все, поехали. Нам туда, да? Тебе нравится эта работа? Нормально. Пойдет. Как-то через жопу запрыгнул. Рики, слышишь? Я тут отскочу ненадолго. Надо, чтобы ты меня отмазала, а то Шиза начнет волноваться, чего это я не дежурю по болоту. Ну, слышу. А что такое? Да бухарь тут, не знаю, депра у него прям реальная. У Эйди спроси. А я вроде придумал, чем его порадовать. А что придумал-то? Да, наверное, сгоняю к нашей берлоге на гору Олири. Пригоню ему его байк.
А пешком недалековато будет? Я что-нибудь придумаю. Так ты меня отмажешь? Ну да. Подожди, а метка-то не на горе стояла. Я куда-то вообще в другое место поехал. Окей. И снег пошел. О'Брайен, я у одного из маяков, у Кэмп Крик. Тут ничего нет. Подожди. Ну что, ты готов? Только давай не как в прошлый раз, понял? Ну, человек скоро прибудет. Ты знаешь, что делать. Конец связи. Да, знаю. Постараться, чтобы меня не подстрелили, пока я тут для тебя шпионю. Конец связи. Это О'Брайен. Ты на связи? Что там стряслось-то? У тебя в тот раз был такой голос, будто ты сейчас обоссышься. Ничего, я тебе сказала. Есть люди повыше меня, которые хотят скрыть от нас, что происходит. Я чуть не спалился. Знаешь что, да мне плевать. Мне от тебя нужно только одно. Узнать, где Сара Уитакер, я поручил это одному человеку. Но нужно время. Тебе придется набраться терпения. Да? Ха, как будто у меня есть выбор. Мне Конец кажется, связи. О'Брайен врет просто. Вот они. Не помню точно, но, по-моему, он на врет. марше. Зрелище. Чуть не спалился. Молодцы. Идите, занимайтесь своими делами. На меня не смотрите. Ну, также стандартный расклад. Надо будет поставить жучок на вертолет и потом подслушать, что они говорят. Всё. Заметка номер 2068. Еще одна особь, чья морфология соответствует второй стадии. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты, ногти не столь когтевидные, как будто их обгрызли. На особи есть ювелирные украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините, я нечаянно подслушал. Наш биолог с автоматом. Да, типа того. Значит, на нем украшение. А почему это важно? Эти существа пробыли здесь 2 года, царапая и калеча нас и друг друга. И? Нацепи золотые часы на бабуина, отпусти его на волю и посмотри, что будет через 2 года. Ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда? Значит... Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... Недавно их надела. Охренеть. Я думал, они все, Полоумные? Ну, да. Но, как у некоторых... А может быть, эта особь недавно фриком стала, откуда они знают? Люди же заражаются от укусов, правильно? пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память. Серьезно? Серьезно. Посмотри на его одежду. Она... Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но обычно фрики измазаны в дерьме и моче. Вон там. Да, отвратительно. Но опять же, надень штаны на бабуина и подожди 2 года. Бля, где заныкаться-то? Сейчас же спалят. Я об этом не думал. Но да, действительно. Бля, мужик дергается, ходит. Жопошники, а? Сохранилось что-то? Че, заново, да? Ладно. Надо было хоть сухпайок прихватить. Ты опять ноешь? Я замудился, надо было, наверное, близко не подходить. Обходить дом с другой стороны. Заметка номер 2068. Теперь опять это все. Трескотню заново слушать. Морфология соответствует второй стадии. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты, ногти не столь когтевидные, как будто их обгрызли. На особи есть ювелирные украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините, я нечаянно подслушал. Наш биолог с автоматом. Да, типа того. Значит, на нем украшение. А почему это важно?
Эти существа пробыли здесь 2 года, царапая и калеча нас и друг друга. И? Нацепи золотые часы на бабуина, отпусти его на волю и посмотри, что будет через 2 года. Ладно, ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда? Значит, Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... недавно их надела. Охренеть. Я думал, они все, ну... Полоумные? Ну, да. Но, как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память. Серьезно? Серьезно. Посмотри на его одежду. Она... Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но Ну-ка в обычно другую фрики сторону смазаны в пойдем. дерьме и Вот моче. туда прям. Да, отвратительно. Но опять же, Кажись, надень гражданский. штаны на бабуина и подожди 2 года. Господи. Ты не задумывался? Дерьмо, блядь. Давай, вали уже отсюда. Заметка номер 2068. Это прям кара, короче говоря, за быстрые, да, переходы и все такое. Будешь сейчас это дерьмо слушать постоянно. Ногти не столько активидные, Не туда, блин, наступил, все, хана. Давай заново. украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините, я нечаянно подслушал. Наш биолог с автоматом. Короче, обойти дом тоже не получается. Значит, на нем украшение. А почему это важно? Эти существа пробыли здесь 2 года, царапая и калеча нас и друг друга. И? Нацепи золотые часы на бабуина, отпусти его на волю и посмотри, На что себя будет через нацепи золотые часы. Ладно, ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда? Значит, Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... недавно их надела. Охренеть. Я думал, они все, ну... Полоумные? Ну, да. Но, как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память. Так, вот можно за вот этой вот преградой заныкаться. Ну потом куда? Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но обычно фрики измазаны в дерьме и моче. Да, отвратительно. Но опять же, надень штаны на бабуина и подожди 2 года. Господи. Ты не задумывался, почему фриков больше в тех местах, где жили люди? Не с места! Спокойно, я ничего не делаю. Да, действительно. Как вы достали, а? Ой, блядь. Это что? Да ничто. Да отвали ты от меня, ходит прям за мной, а? Ты сейчас находишься в запретной зоне. Погоди, может, мы с тобой договоримся? Вот скотина. Без понятия. Это все от дока зависит. Там какой-то шум. Иди проверь. Когда пролетали над Фервеллом, там было столько фриков. Да. Уходи отсюда, Блядь, он прям идет за тобой и все. Погоди, может, мы с Твою тобой мать. договоримся? Я уже тороплюсь просто. Тут торопиться не надо. Который час? Какая разница? Заметка номер 2068. Еще одна особь, чья морфология соответствует второй стадии. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты, ногти не столько активидные, как будто их обгрызли. На особи есть ювелирные украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините. Слишком далеко. Я нечаянно подслушал.
Наш биолог. Там точно кто-то ходит. Да, типа того. Значит, на нем украшение. Ну, отворачивайся. Эти существа... Как бесит, а? Там какой-то шум. Спалил. Надо было хоть сухпайок прихватить. Ты опять ноешь? Заметка номер Всё, сидим. 2068. Еще одна особь, чья морфология Сначала делается правильно. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты. Потом нужно ногти дойти не до столько дома. активные, как будто их обгрызли. На особи есть И где-то ювелирные спрятаться. украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините, я нечаянно подслушал. Скорее всего, надо отвлекать кого-то. Да, типа того. Скорее всего, На нем украшение. солдата справа. Эти существа пробыли здесь 2 года, царапая и калеча нас и друг друга. И? Нацепи золотые часы на бабуина, отпусти его на волю и посмотри, что будет через 2 года. Ладно, ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда? Значит, Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... недавно их надела. Охренеть. Я думал, они все, ну... Полоумные? Ну, да. Но, как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную Надо попробовать вот за тем пикапом замыкаться. Серьезно. Посмотри на его одежду. Она... Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но обычно фрики измазаны в дерьме и моче. Здорово, Тайсон. Так, быстрее, быстрее, камушек. Бери камень, урод. Да какая бомба, блин. Сука, как он бесит, а? Стелс-миссия. Которая сделана по-мудацки. А так наша ничего. Внезапно отпуск подрили еще на неделю. Я должен был сегодня на работу выходить. Пришел, короче, к вертушке. А пропуск не работает. Че за дела, говорю? Ну-ка, давайте-ка. Активируйте мне пропуск, я работать пришел. Нет, ты, говорит, рано. Тебе еще неделю можно отдыхать. Шикардос, что могу сказать. Ногти не столько активидные, как будто их обгрызли. На особи есть Я в графике, мне нужно было 22 числа выходить. Перепутал начальник и в отпуск ушел. Наш биолог с автоматом. Да, типа того. Значит, на нем украшение. А почему это важно? Эти существа пробыли здесь 2 года, царапая и калеча нас и друг друга. Не вопрос. Часы на бабуина, Мы отпусти его созвоним. на волю и посмотри, что будет через 2 года. Ладно, ладно, я вас понял. Сейчас я Часы только на вид новые. одну стелс-миссию закончу. Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... Тут надо вот от этого белого ублюдка держаться на расстоянии. Близко спалит желтый. Далеко взрывается миссия. Но, как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй Здесь стадии пока не вируса вопрос. сохраняют какую-то остаточную 2 куста как бы и все. Серьезно? Да, серьезно. Посмотри на его одежду. Она... Вы это слышали? Чистая, Никто верно? не палит, Ну, да? не чистая, но Так, обычно быстрее, фрики быстрее измазаны в дерьме и сюда. моче. Да, отвратительно. Но опять же, надень штаны на бабуина и подожди 2 года. Господи. Ты не задумывался, Так, вроде все. больше в тех местах, где жили люди? Блин, а где они только? Да, действительно. Блять, еще один идет. Мы считаем, что где-то в глубине Твою мать. взорванных черепов сохранилось что-то, что... Ладно, вроде катит пока. Стоим. Господи, вы думаете, они осознают? А чтобы не пукнуло. Нет, мы делали томографию. Их мозг, считай, мертв. По человеческим меркам. Что это значит? Не знаю. Это мы и должны выяснить.
Да все. Ну, это означает, что некоторые фрики просыпаются по утру, принимают душ, одеваются, цепляют на руку любимые часы, целуют жену, выходят из дома и начинают весело нас пожирать, гадя под себя. Юморист хрена. Они вообще твою на мать. это время. Фух, надеюсь, у Брайана Блять, все они тут получилось. с этих сторон, походу. Так, а теперь надо быстрее сваливать. Так вот, как бы тут аккуратненько съебам все сделать. Хватило бы топлива на обратно. О'Брайен, ты на связи? О'Брайен! Пока мы на земле, топливо наименьшее. Хер они отсюда уйдут. Да, я здесь. Я поставил маячок и скачал данные. Скачал он, как бабка послушался. Блять. Чё? А ну стой! Не с места! Хорошо, хорошо. Я ухожу. Сука. Так, а теперь надо быстрее сваливать. Ну хоть к байку только вернуться достаточно. Эту гниду бы, блять. Убил бы. О'Брайен, ты на связи? Так. О'Брайен! Уходи отсюда немедленно! Или мы тебя пристрелим! Погоди. Может, мы с тобой договоримся? Я сижу Так, якобы в А кустах, теперь надо быстрее сваливать. которые воробью по яйца. О'Брайен, ты на связи? Похер, он не О'Брайен. успел, короче. Он затупил. Все, побежали. Огородами нахрен. Я отсюда. поставил маячок и скачал данные. Специалист был мужчина или женщина? Чё? Какая разница? Мужчина или женщина? А, женщина, извини, имени я не узнал. Ладно. Еще поговорим. Конец связи. С булыжником в руке просто. Как думаешь, долго еще? А я откуда знаю? Ух. Как док закончит, так и свалим. What's up, dog? И главное, ты вроде как послушал их треп, и они не улетают вообще. Чё? Почему? Ага, хорошо, встреча с Неро. Рики, слышишь? Я тут отскочу ненадолго. Надо, чтобы ты меня отмазала, а то Шиза начнет волноваться, чего это я не дежурю по болоту. Почему опять диалог этот же самый в самом начале этой миссии запустился? Ну, слышу. А что такое? Да бухарь тут, не знаю, Дипра у него прям реально. Игра У Эдди диалоги спроси. перепутала. А я вроде придумал, чем его порадовать. А что придумал-то? Да, наверное, сгоняю к нашей берлоге на гору О'Лири. Пригоню ему его байк. А пешком недалековато будет? Я что-нибудь придумаю. Пошла нахер, Ты меня псина. отмажешь? Хватит грызть мой байк. Чего, ни хрена на него патронов ушло. А я что-нибудь придумаю. Так ты меня отмажешь? Ну да. Спасибо. Конец связи. Просто выйти на открытую дорогу? А это что, закрытое, что ли? Привет, Рики. Ты кого-нибудь за ним послала? Ага. Он внезапно стал очень сговорчивым. Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед фриками и предложили: расскажи, где зерно, или оставайся тут. Да уж, странно. Знаешь, я бросил бы его гнить там. Ну, сам знаешь, что Железный Майк сказал бы. Да, знаю. Пока, Рики. Все, нам куда-то надо еще. Дик, говорят, ты выследил Эрика Линча. Да, Майк, я его нашел. Давненько Спасибо, так что не было. убил его. Мы проведем разбирательство, у него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. Жаль, у Кэмпбелла и Рида такого шанса не будет. Ничего, там будет кому за них высказаться. И у нас есть свидетели. Мы всегда так поступаем, Дик. Дайте его мне, и через 5 минут получите признание. Спасибо. Нормально. Мы лучше сами. Конец связи. Доедем-то вообще. Ладно, задание нам попозже, да, нарежут? А, нет, все-таки смотри.
Все равно к Бухарю надо идти. Ну вот, в нашу эту бывшую эту общагу. Давай тогда телепорт. Во-первых. Чё кататься туда и сюда, да, через всю карту. Сейчас протанемся, доедем. Возьмем, посмотрим, что за байк. Да откройте ворота! Открывайте, он свой. Беру. Я видел, что ты сделал для лагеря. Кучу народу Охренеть. спас. Привет, Мэнни. Кстати, тут Прикинь, заправляться водище дороже, без топлива походу. остаться. Да уж. Привет. А у тебя как дела? Эй, Дик, как жизнь? Эй, Дэймон, как торговля оружием? Класс. Заходи в любое время. Копленда какой-то вообще лагерь Что-то нищий, нужно, я смотрю. заглядывай. Денег немного дают, да и заданий тоже. Ну, давай мы отметим эту точку. А, даже и тут, да, быстрый переход доступен. Ну там у нас бензин-то халявный, так что можно, чё же нет-то. Сейчас мы чик-чик. Я что-то видела. Какого? Чё? Там люди! Что за бомжи тут ходят? Что вы делаете у меня дома? Дик, ты слышишь? Меня сегодня выпустили из лазарета. Эдди сказала, не может больше терпеть мое нытье. Я тут немножко людей убиваю, а он мне про какие-то лазареты вещает. 50 на 50. Извини, ампутантский юмор. Но если серьезно, вот веришь, я как будто до сих пор ее чувствую. Это называется фантомные боли. Да, Эдди так и сказала. Паршиво это. Я чувствую боль в суставах, как после долгой поездки, когда рука немеет. Хочу размять ладони. Ну ладно. Гуляй рука, обалдей писюн, что могу сказать. Меня на огород послали. Надо отработать болеутоляющие, которые Эдди мне дает. До связи. Вот что и требовалось доказать. Они даже могут однорукого чувака отправить работать на огород. Не побрезгуют, так сказать, помощью зала. Бухарь, слышишь меня? А девка какая-то выпендривалась, Как дела, брат? которая была полностью здорова. Ты все гоняешься за вертолетами? Ага. Так чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все, как у Брайана сказал. Ладно, диалог потом, наверное, доработает. Эй, смотри-ка сюда. Ни хрена себе. Ты вернулся за моим байком? Ну, просто не оставлять же его Коупу. Блин, Дик. Ну, я пригнал Как он обратно его поедет? ради запчастей. Тебе-то он явно не понадобится. Нужно же свой теперь байк забрать. Спасибо. Как же я скучаю по свободе дороги. Трунь. 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 А руки-то нет. Трунь. Твою ж мать. Ну там они ему что-то придумают, какую-то штуку там, чтобы он водил мотоцикл. Трунь. Где мой мотик? Дик, Эдди просила передать, она заплатила ребятам, чтобы они сгоняли за твоим байком. Ага. Забери у механиков. Забрать что? И не Что? благодари. Конец связи. Вот, опыта нашвыряли просто так практически. Еще денег даже дали. Какие-то наклейки были доступны. Давай посмотрим. Так-то уже все, на следующую миссию не пойдем. Надо закругляться на сегодня. Купишь что-нибудь? Посмотрим, что за наклейки такие. Показать мое барахло? Окраска. Не знаешь, как починить? Драконы. 100 лет провозится. Какую-то фигню дали. Да ну. Как развернуть? Где мой гаечный ключ? Вечно тут все теряется. Это точно. Тут полная жопа.
Где мой гаечный ключ? Вечно Чего у них с ключами, я не понимаю. Постоянно этот диалог повторяется. Где мой ключ? Да, вот за мой брат дали вот эти вот наклейки. Ну, Что, так и такое. будешь здесь стоять? Да. Это типа вот тут добавляет еще сверху на фон еще дополнительная наклейка. Маленькая. Ну, не знаю, ты их увидишь только один раз, наверное. Потом они будут абсолютно незаметны. Херня, короче. Если вспомнишь, что нужно, Наклейки приходи. ваши бесполезны. Так, ну все. Если что, я здесь. Снег идет, миссии пока никаких. Тут надо ждать, пока тебе никто не позвонит. С истерическим воплем, ё-моё, надо помогать. Вот. Байк-бухарю мы доставили. Правда, руки у него немножко нету. На этом будем сегодняшний стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи.